Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим поздним пятничным вечером мы собрались вместе, чтобы хорошенько пошуметь. Да, любим это дело. Да, действительно, есть о чем сегодня поговорить, причем очень важные, мейнстримные, очень серьезные вещи происходят. И я исключительно надеюсь на вас, потому что наш шум должен быть услышан. В последнее время непосредственно сутки уже ко мне поступают разные сообщения, что уже не получается смотреть Шелеста на YouTube, даже когда меняешь страну. В общем, серьезно покосило вот эта пошесть там алгоритмов разных или свои ручоночки тянут разные органы с разными жалобами. Решается все очень просто. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, проверьте, подписаны ли вы, есть ли уведомления о новых видео, о новых трансляциях. И, конечно, пишите хорошие, добрые комментарии. Вот и весь рецепт. Поэтому, понятное дело, что сейчас свободы слова в мире сгулькин нос, как кот наплакал, и каждый пытается в своих интересах использовать активность, вашу активность, потому что шум — это проект наш с вами. Вы присутствуете, вы комментируйте, мы обсуждаем все вместе. Формат очень простой. Всех благодарю сразу за суперчаты, суперстикеры. Непосредственно в прямом эфире мы с вами общаемся, обсуждаем главное за сегодня, и может там пару дней. Попробуем посмотреть немного в будущее. Потом ответы на ваши вопросы. Из клуба зрителей Шелест в Телеграм, конечно же, из непосредственно чата трансляции. И также предложка. В Телеграме есть почта электронная, где люди пишут свои наблюдения, вопросы, замечания, о жизни говорят, и эти истории периодически мы тоже включаем в шум. В общем, все как всегда. Начало традиционно с игры в города. Это самая наша любимая часть. Это просто самое, что ни на есть, замечательная история. Вот Питер пишет. А Мастер Дзен говорит, а я с 51-го штата. Из Софии привет передают. Архангельск, Харьков, Уфа шумит изо всех сил. Спасибо вам большое. Добрый вечер из Запорожья. Всем большой привет, спасибо. Благодарю Евпаторию. Также тут спрашивают, Азов какой? Ростовский. Есть такой город в России, в Ростовской области. Города, кричит Андрей. Да, действительно, в города будем шуметь. Казахстан, Капчагай, Бердянск, Долгопрудный, Иваново, Запорожье, Хмельницкий, Швейцария. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Демид. Колька шумит. Если Колька шумит, то и Сашке можно. Краснодар с нами, Бердянск с нами, также Ровно и Дальний Восток. Привет из Литвы, Александр. Привет вам в Литву тоже. Друзья, смысл этой игры очень простой. Вы ставите лайк, если слышите понравившийся населенный пункт или тот, который близко к вам, или страну. В общем, поставьте, пожалуйста, лайк и, конечно, собираем очень интернациональную аудиторию. Мне говорят вначале, это какая-то трата времени. Мол, зачем ты тут всех зачитываешь? Нет, друзья, я же не зачитываю, не здороваюсь персонально с каждым. Я хочу, чтобы мы поняли, нормальных людей на планете их много. Их больше, чем всякого рода отбросов, идиотов или зазомбированных, или еще каких-то. Здесь шумят настоящее шумляние, земляне. Добрый вечер, добрый. Сумы, да, Сумы с нами. Спасибо большое, Херсон. Привет всем с Днепра, привет. В Пушкино, Московской области. Харьков, Альфа Центавра на связи. Моздок смотрит и передает всем привет. И Великий Суходол тоже. Чебоксары с нами. Всем доброго шума, друзья. Ирина передает. Люберцы. Шумим в Ульяновске, Рига. Мордор, Тверская область. Слушайте, Тверская область, Мордор. Хороший населенный пункт. Португалия здесь. Чесапик, США. Спасибо большое. Кишингтон. Наверное, Кишинев, Кишингтон. Сургут, Москва. Коммунарка, Таганрог. Винница на связи. Спасибо большое в Барановиче за большой привет и сердечки. В Беларуси, Венгрия, Будапешт, Марс. Акерман с нами и Самара приветствует тоже. Добра и света. Всем добра и света, друзья. Давайте перейдем к опросу нашего сегодняшнего эфира и будем, так сказать, продолжать, заканчивать игру в города. Значит, согласны ли вы с официальной трактовкой войны как война за независимость Украины? Значит, сегодня Зеленский, который, Зеленский, который решил, собственно,
отметится рядом заявлений, мы по ним по всем пройдемся и, конечно же, будем обсуждать и шуметь по этому поводу. Он сегодня сделал очень интересный шаг. Много раз, и у меня в телеграм-канале спрашивали: Саша, а почему вот слово рашисты, рашизм, ты вот как бы, ну вот не банишь за эти слова? Сейчас я вообще ни за какие слова не баню, ну так хотелось какую-то культуру чата в телеграме навести. Потому что за это проголосовала Верховная Рада. Короче, есть закон. И в этом законе есть официальные термины. Пропаганда. Война, вот эта, которая идет, официально названа государством Украина. Война за независимость Украины. И, конечно, там есть... Ну, вот там есть вот этот вот момент с определением, что такое рашизм. Короче, скидали все туда, там и тоталитарное, и коммунистическое, и там еще какое-то шовинистическое, империалистическое, в общем, все вместе. Ну, вот такой рашизм. И вот ввиду этого возникает вопрос: согласны ли вы с официальной трактовкой войны как война за независимость Украины? Вариант ответов: да. Украина действительно воюет за независимость. Я согласен или согласна? Нет, война за зависимость. Ну, то есть за то, чтобы зависеть от кого-то другого. Война за зависимость. Или война, вот такой вариант, Россия воюет за независимость Украины. Специфический, где-то, возможно, даже где-то провокационный вариант ответа, но так получается и есть. То есть Россия сейчас ввязалась в эту войну, и, ну, понятно, там вопросы безопасности, тоже об этом поговорим, но прежде всего... Тут же такой момент, чтобы Украина независимой стала. Не зависела она от Запада, не зависела от каких-то, ну, скажем так, веяний геополитических. Поэтому голосуйте. И еще один вариант. Мне все равно. Вот как ее там называет Зеленский, как ее официально называет Украина, мне все равно. Лишь бы, вот как, пусть хоть тушкой, хоть чучелом назовут эту войну, лишь бы она закончилась. Потому что действительно очень серьезное разрушение, серьезные последствия, серьезный и, ну, вот такой урон, да, получают люди, народы, семьи, судьбы. 25 человек погибло в Киеве после вчерашнего прилета в дом, да, вот. И, ну, вот ты в такие моменты задумаешься, там, дети, люди, гражданские, ну, может, надо останавливать это все, может, хватит? А так получается, что Зеленский, ну, как бы всю вину перекладывает на Путина, да, но вот Мерц порадовал заявлением сегодняшним, что война еще будет долгие-долгие месяцы. На что, в принципе, и расчет у тех людей, которые не хотят ее заканчивать ни под каким соусом, которые богатеют, жиреют, набивают статус, имя именно на этой войне. Именно вот так они себя ведут, и поэтому вот эти человеческие судьбы, трагедии, они становятся только фоном или только аргументом, причем таким очень коротким, на пару дней буквально. Визит сегодня же Витков принял Ермака. И вот хороший фон, смотрите как. Все европейские лидеры вчера там, Урсула, разные там, скажем, Мелани всякие, Макроны, в общем, все вот присоединились в едином порыве и сказали: ой, мы осуждаем. Даже Кит Келлог выпал с орденом, говорит: мы осуждаем. И вот с этим осуждением от цивилизованного, в кавычках, мира отправился Ермак к Виткову. Ну, вот так, да. А люди о них забудут. Вот все же помнят трагическую картинку, когда специально нагнали кучу камер, эти бедные в Кривом Роге, да, в Кривом Роге прилет был по детской площадке, и там вот это снимали, как плачут родители над своими убиенными детьми. Ну и где? Кто о них вспомнил потом? Да через неделю уже все забыли. То какие-то фоточки там через 3 дня показывали, а потом все. Всем плевать. Поэтому заботиться о своей жизни нужно самому, ну, не государство. Тут вообще помощник, абсолютно не государство. Единственное, что должен делать политический лидер, это завязывать то, что разворачивается на этой территории. Вот и все. И, ну, давайте так. Воюет Украина, вот здесь пишет пользователь Бармалей. Ну так и есть. Ну так и есть. Воюют Украиной. Да, вот мне здесь поправляют Барановичи, не Барановичи, Барановичи. Спасибо большое, из столицы закатов тоже приветствует, из Мариуполя, это очень приятно, что вы оттуда. Спасибо большое за то, что, ну вот, пишете, за то, что
голосуете. В общем, проголосуйте, мы в конце подведем итоги, я думаю, подумаем на этот счет. А за что вообще идет вот эта война и за независимость и какую? Да? Но официально все с сегодняшнего дня, рашизм прям термин, пропаганда термин, и вот эта вот вся история тоже. Зеленский, конечно, сегодня вот много будет о Зеленском, потому что складывается впечатление, что обстановка геополитическая, ну, вот, например, вот так выглядела фотография Ермака и Уиткофа. Вот таким вот образом. Там их две публикует Ермак у себя. Но все обратили внимание, что сначала тет-а-тет. Очень и очень напряженные лица. Очень и очень скупые встречи. Ну, вот такие скупые комментарии. Ермак пригласил Уиткофа в Украину. Ну, это такой стандартный ход. Я помню, что и Венса он тоже приглашал в Украину. Ну, не он, а его шеф Зеленский, да? Вот такое лицо у Ермака мы видим. Ну, явно что-то съел, наверное, да? Раскраснелся, что-то съел. То есть сказать, что это прям очень хорошая встреча, никто не написал. Хотя мода последних месяцев в Соединенных Штатах Америки всем писать, какая была замечательная встреча, какой молодец Трамп. Даже ролик там запилили один, что все из команды Трампа его хвалят, какой он великий и заслуживает на все премии мира. И характеристика любой встречи, любого контакта, как очень хорошая, она везде присутствует. Здесь мы как бы такого не увидели. То есть поговорили, обсудили, проработали. Наоборот, западная пресса и глобалистская пишет о том, что Витков что-то не так понял, когда был у Путина, не то что-то передал. Но это уже после Аляски. Сегодня Рябков говорит, что, ребята, мы будем как бы пресекать попытки нарушить то, о чем мы договорились на Аляске. То есть они о чем-то договорились, и вот, кажется, Ермак понимает о чем, и с чем он вернется к Зеленскому. Вообще его турне, это такой своеобразный был, такой момент, потому что там ближневосточные страны. Не секрет, но все прекрасно понимают, что в этих странах прячут денежки, и вот они проехались там по разным странам залива, так сказать, да, везде пофотографировались, мол, это мы о мире договариваемся. Ну, о мире, да не совсем о мире, потому что, судя по всему, знали, что будет передано от американской стороны на этой встрече. И, по сути, это условия Российской Федерации. Условия, которые не меняются. Или, если меняются, то так только немножко вербально и ровно для того, чтобы Трамп мог выйти и сказать: ой, ни Россия, ни Украина не хочет прекращения войны, ой, если не будет мира, я введу санкции и на Россию, и на Украину. Вот так вот, приплыли. Ну а что хочет Зеленский, когда он называет Украину теперь не жертвой, а бойцом? Боец! Ну вот боец, держи удар. Санкции это так, знаете, размяться. И, судя по всему, не против страны-то будут санкции, а против как раз таки окружения с вот таким лицом. Вполне вероятно. Сегодня очень такой насыщенный день на вот эту жалость и на вот эти... Вообще я сбился со счета. Я это, кстати, при Ющенко ощутил на себе, и все украинцы ощутили, что все вот ощутили, что, в общем, как-то стало много этих там дат всяких, политические, там репрессии, жертвы, потом голодоморы, потом еще вот там памятники. В общем, куда ни плюнь, везде траур. Эта война тоже привнесла, так сказать, свою толику вот этого траура в украинский календарь, назовем его так. И, собственно, сегодня тоже день памяти защитников и защитниц Украины. И в этот день явно к нему подгадали, приурочили, открыли военное национальное кладбище. Такой Арлингтон, да, вот это, с этим долго носились, Шмыгаль выделял на это деньги, там считали деньги, кому выделял. Это все очень интересная коррупционная история, там люди протестовали, но построили. Построили, и нужно же, открывать. Понятно, кладбище, там, красную ленту не перережешь, но, в общем, надо использовать по делу. И каких-то неопознанных солдат туда с почестями захоронили. Ну, понятно, украинских.
Но судя по тому, как передавали тела, вот это обмен тел, да, вот 6 тысяч, там еще тысячи, то там же попадаются разные и фрагменты, и, в общем, ужас, что на самом деле. И вот этот вот, скажем так, культ смерти, он сегодня воплотился вот в этом действии. Открыл Зеленский кладбище. Но если все-таки, ну, как бы критиковать это действие вроде как зазорно. Ну, люди погибли, выполняли свой долг в военной форме, вот их похоронили. Как в 21 веке вообще не поняли, кто кого они хоронят, тоже остается вопрос. Но все-таки же современная технологии есть современные подходы. Ну, неужели нельзя выяснить, кто был кем? Ну, судя по всему, нельзя. И поэтому вот Зеленский плюс там вся рать, скажем так, все придворные Зеленского были сегодня на этом кладбище. Примечательно, что это кладбище, ну, это национальный объект, понятно, его там все сделали, там, ну, как положено, красиво, окультурили. К нему пустили автобус. Значит, автобус пустили к этому кладбищу. Ну, просто возникает вопрос, ну, как туда доехать. Это несколько там десятков километров, пару десятков. Населенный пункт Мархалевка. И он поехал на автобусе. Зеленский на автобусе. То есть, смотрите, что происходит. Все скалятся, у всех доброе утро. Вот это, ну, объясняет Зеленскому его пресс-секретарь, говорит, значит, надо вот сесть, чтобы вот так вот сели, а мы вот тут вот снимем, а вот тут подставим, а вот здесь вот тут, а тут будет пресса, а тут вы будете ехать и чего-то говорить. Ну, он как актер, он все понял. Ну, он все понял. Че, да, значит, так, рабочая сторона, все нормально, сидим. В автобус. Это же целое вот шоу. Зеленский и автобус. Можно я к Селене? Добрый ранок. А? Какой кадр? А? Смотрите. Автобус едет, да, и вот все снимают Зеленского. Зеленский едет на автобусе. Показать всем остальным, что, значит, будет ходить автобус раз в пару часов. Он бесплатный, на кладбище. Ну, как бы Зеленский автобус это вообще нечто такое. Там его еще гид сопровождал. Ну, гид, он говорит, значит, это же все-таки национальный объект памяти, поэтому он в военной форме, с микрофончиком, вот это вот все для Зеленского, посмотрите направо, посмотрите налево. То есть превратили в какой-то праздник, да? Пресса снимает, пиар-объект, автобус. Причем написали так интересно про Зеленские медиа, шаттл. Мать его, шаттл. Ну, обычный автобус. Ну, то есть, не из новых. Просто запустили по маршруту, и вот он теперь будет возить на это военное кладбище. Ну, ладно, шаттл, Арлингтон, все замечательно. Все так и должно. Ну, так и должно быть. Все-таки, ну, дело такое. Примечательно, что, ну, вот этот весь процесс, он сопровождался, кроме прочего, еще и, ну, такими очень и очень нехорошими вещами. Протестами мирных жителей. Мирных, местных, Мархалевки. Вот они выходили и встречали как бы президента, размещаясь по пути следования. То есть там трасса, где вот, собственно, знак. И вот они там собирались. Один для всіх! Закон один для всіх! Закон один для всіх! Україна! Україна! Бачені такі, на нас таке вигляд. Дуже дуже обережно. Вообще сложно было там понять, кого больше. Ну, то есть правоохранителей или вот этих вот мужчин, женщин уже в возрасте, селян, в общем, да, которые всю дорогу, пока строили эти, скажем так, пока строили эти кладбища, всю дорогу протестовали против вырубленного леса, протестовали против, ну,
против всего, да, вот этого ужаса и, ну, ужаса и кошмара, да, который их ждет, потому что это же вода, она подступает, и, ну, простите, пожалуйста, загрязняется, поднимаются грунтовые воды, и качество воды, воздуха, вообще жить там невозможно возле кладбища. Тем более туда будут массово хоронить останки людей. Хочемо ще раз повторити. Ви зараз здійснюєте злочинну діяльність. Ви виконуєте злочинні накази. Вищого керівництва. Оскільки Значит, обращаются, говорят, вы выполняете преступные приказы. Мы хотим к вам, ну вот, обратиться. Ну вот что ж вы делаете? Вразумить кого-то пытаются с мегафоном. Они выходят на протесты, пытаются что-то, ну, плюс-минус что-то сказать. Но, ну, как бы не получается. Не выходит, понимаете? А чего они так взбунтовались? Кто-то скажет, там, олигархи какие-то, еще кто-то. Вот фотография за 2 недели до открытия. То есть поднялись воды грунтовые, и вот там, где могилы тестовые, ну там вот, они же размечали эту всю 2 недели назад, они остались в воде. Это они сфотографировали, говорят, ребята, мы не врем, мы не какой-то там, не знаю, там лесхоз представляем или каких-то там угодья чьи-то. Не-не-не, мы, вот, смотрите, ну так, ну здесь нельзя строить этот объект. Плевать. Нашли министра, которая сегодня сказала, что все нормально, строить можно. Протестуют, ну и вот, собственно, пускай протестуют дальше. 5 серпня 5 року рішення Апеляційного суду. Зараз прошу, що зміна цільового призначення була незаконна. Проховання не може йти мова. Це не може бути режимним об'єктом через те, що планується відкриття. Бо відкриття саме за собою незаконне. Дотримуйтесь законів України. Дотримуйтесь Конституції. Ми живемо. Я очень подосмешил этот полицейский, да, всех снимает, фиксирует. Ну, чтобы потом были проблемы. А они, бедные эти женщины, в основном женщины, бедные эти люди, говорят, ну, незаконно построили, ну, это же, ну, нельзя так строить. Ну, что ж вы делаете? Он всех снимает, смотрите, камера у него нормальная, телефон путевый. В правовій державі. Ми воюємо за право Айфон Про. і свободу, щоб жити в правовій державі. Так перше, треба починати з себе і дотримуватись законів. Це не кладовище! Це не кладовище! Це не кладовище! Це не кладовище! Ну как на кладовище? В смысле, не кладбище, они скандируют. Кладбище. Кладбище, Мархалевки, все нормально. Туда президент едет с, ну, так сказать, едет же в автобусе. Ну, то есть, как так? Конечно, кладбище открывать, а вы тут выходите и мешаете. Ну и, в общем, начались задержания. Видимо, когда Зеленский подъезжал, так сказать, брали и крутили. Не трогай мене, не трогай мене! Бо що? Дивіться, що вони роблять! Кольку порвали! Боже, що? Не трогайте мене! Ну как, не трогайте, подождите, что значит? Надо трогать. Как это вы? Ну что это такое? Конечно, будут трогать. Около 10 местных жителей засунули в автозаки. Не штовхайте мене! Не штовхайте мене! Я сам штовхаю. Ну вот так. А люди же хотели сказать, ну, не нарушайте Конституцию, давайте все будет по закону, это вот незаконный объект, это не кладбище. Ну что ж вы... А нет, нечего возникать. Конституция, как Зеленский скажет, так и будет. Ну, ми нічого не робили такого, що може порушити закон. Значит, смотрите, они все кричат «Слава Украине», они все с украинскими флагами, они все, собственно, ну, как бы, ну, они же, ну, патриоты тоже, они их хоть там, ну, пытались как-то уличить в том, что они там агенты Москвы, ну, там же все, что против шерсти, агенты Москвы, но их нельзя, ну, смотрите, обычные, ну, как
обычные, ну нельзя так говорить, ну женщины, да не будем бабы там из села, ну женщины, сельские женщины, да, вот у них огород, у них там семьи, у них там вот, да, это Киевская область, это не шибко глухомань, все понимают, трасса, Киев, столица, но тем не менее, ну обычные люди, обычные, пришли, говорят, не нарушай Конституцию, Зеленский, ну, нормальный бы Зеленский, тот, за которого проголосовали в 2019 году, остановился бы, вышел бы к людям, с ними поговорил, тем более, что он на автобусе, он бы их еще в автобус засунул, и они все вместе туда поехали. Но не Зеленский сегодняшнего, 25-го года. Это как бы фишка вот того, которому Богдан на ушко шептал. Тут шептать на ушко некому. Сегодня там что-то Никифоров пальчиком покажет, как правильно сесть в автобус, да и все. Ермак, он у Иткофа сейчас получает ценные указания по дальнейшей войне. Ну, поэтому можно так обходиться с обычными людьми. И это видит вся страна, это видит весь мир, в кого превращается Зеленский. Ну да ладно, давайте послушаем все-таки эту женщину. Ми вийшли з плакатами, стали вдоль дороги. Ну, приїхали Лисий і своєю командою, підігнали автозак і почали грузити. Я втекла у ліс, правда, мене догнали. Значит, приехали, начали грузить в автозаке. Я убежала, говорит, в лес. Но меня догнали. И тут самое интересное. Ну вот догнали, и чё? Ну, видите, растрепанная, как бы бежала. Але молоді хлопці сказали, що я не буду йти до кладбища, до відкриття, і вернусь додому. І мене відпустили. А скільки вас було? Скільки вас було? Там 5 чоловік Задержали 5 чоловік. Тобто були ви і ще 5 людей? Значит, их прогнали. Их тупо прогнали. Понимаете? Вот просто догнали его. Не ходи туда. Ой, я не пойду. И я пошла домой. Все. Это чтобы не отсвечивали они. Они же готовились. Они же тоже там... Зеленский же едет. Надо же Зеленскому показать, что мы против. Может, выйдет, поговорит как-то. Не. Нагнали вот этих цепных псов режима. И вот их вот пошли вон. Пошли вон, бабы, не портите вид. Пошли отсюда. Не задерживали, потому что обещала не идти на открытие, чтоб открытие не испортить. Ну и понятное дело, там захоронение, Стефанчук, вся королевская конница, вся рать. Ну вот таким вот образом, понимаете? Вот таким образом, ну вот так себя ведет Зеленский. Причем самое интересное, что это на фоне его вот этой мечущейся демократичности. Он же хочет демократичным показаться. Демократичным. Примечательно, что в этой демократичности абсолютно все ничего, ну, то есть не совпадает с законом. И в этом всем это ведь тоже надо уметь. Под этим соусом Зеленский сегодня толкнул очень программные вещи, как он видит гарантии безопасности и все остальное. То есть День памяти, кладбище, людей прогнал и давай общаться с журналистами. Общение с журналистами. Значит, главное, программное, это он видит так блоки гарантий, которые хочет. Это он говорит вот на фоне кладбища, Дня памяти. Представляете? Гарантії. Всіх деталей не скажу. Вважаю я, що блоки важливі для України. Наступне. Перший блок – це те, що всім зрозуміла наша армія. На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Короче, значит, если что, то вы отправляйте в том же... Больше никто не даст. Вот хотя бы вот так, как есть сейчас. То есть, смотрите, какой прагматизм. Бабки ему нужны. Денежки, деньжата, бабулеси. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти. Тобто... То есть, смотрите, условия Российской Федерации. Говорит, значит... Там, вопросы по вооруженности и количеству армии. В Стамбуле
том, который 22 года, это вроде как парафировали, да, то есть никто не против. Нормальное количество остается у Украины и все. Но мы не готовы проводить такие эксперименты, говорит Зеленский. Армія. Далі, що стосується, це про особовий склад. Далі зброя для цієї армії. 3 трека, які потрібно підтримувати і фінансувати. Опять про деньги? Да елки-палки, слушайте, давай деньги. Слушайте, а можно вот это, что без оружия, без солдат, без этих... Просто денег вам дать, и все, и вы отстанете. Помните, в «Слуге народа» был такой эпизод, когда он выходит, говорит, вот смотрите, эти проклятые МВФовцы, тех, которых он посылал подальше, да, эти вот МВФовцы дурацкие, давайте скинемся и отдадим все украинцы, кто сколько может, скинемся и отдадим. И они прям скидывались и отдавали. Может, нам всем вместе, всем миром, я думаю, поучаствуют вообще, и иностранцы будут участвовать, и не только там украинцы, но и россияне, белорусы, вот все там поляки, а венгры последние штаны отдадут, чтобы вот эти придурки ушли из власти. Просто скинутся и уходите, все, на, забирай, иди. То есть ему нужны деньги. Он опять о деньгах. І на це потрібні партнери. Перший трек – вітчизняне наше виробництво, дрони, технології тощо. Другий трек – європейське виробництво, ППО, артилерія тощо. Третій трек – Pearl, американська зброя. Американська зброя – це коридор під назвою є Pearl через НАТО, як фінансувати. Але окремо Ну, как финансировать? Как финансировать? договір щодо американської зброї, яка нам потрібна, посилення армії і як частина гарантії безпеки, як я вже сказав, ми свою домашню роботу зробили. Мы, короче, все сделали. Мы у вас просим деньги на это и это. Теперь дело за малым, за вами. Давайте деньги. Дай. Цей договір Америці передали. Це що стосується першої частини гарантії безпеки. Наша армія. Друга частина. Ми завжди з вами хотіли НАТО. НАТО ніхто не А мы всегда... Я вот сижу и на него смотрю и... Слушайте, а всегда прям сидели и хотели в НАТО. Есть не мог, спать не мог украинец вообще любой. Там дворник из Борщаговки или там, не знаю, там из Ожмеренки какой-нибудь почтальон. Вот носит почту, работает или пенсию там носит. Говорит, да елки-палки, когда уже в НАТО ступ. Все хотели оказываться в НАТО. Представляете? хоче, або, скажімо так, поки що не дають. Так, да? І тому є НАТО лайк. НАТО Лайт. НАТО Лайт. Это вот, знаете, это как вот этот есть там, это вот как сигареты, да, вот, там вот есть стронг, а есть лайт. Лайт, облегченная. То есть крепленное, есть облегченное, есть вот такое, забористое, а есть вот так вот, ну, что-то такое. НАТО Лайт теперь это называется. Тому у мене до цього підхід дуже зрозумілий. Якщо не НАТО, Якщо не НАТО, то не надо. а нам кажуть по силі як НАТО, але не НАТО. Тобто, значить, у другому треку ми повинні зрозуміти, на що готові партнери. А как вы поймете, на что готовы партнеры? Это ведь тоже очень интересная штука. То есть партнеры на что-то готовы. Ну как понять? Вот вообще НАТО, 5-я статья, я имею в виду страны НАТО уже конкретно. А на что готовы они? Ну вот смотрите, падали же беспилотники, взрывались в Эстонии, в Польше, в Румынии, там это все, ну, периодически случается. Ракеты даже залетали, там украинские причем залетали, ну ладно. Ну так погодите, на что готова НАТО? Ну то есть, ну не знаю, венгры там вот с этим дружбой, с нефтепроводом. Ну что НАТО? Ну это же как бы, ну военная атака, военная, по энергетической безопасности страны, члена НАТО, да. А на что вы готовы? Ну, на что вы готовы? То есть, вообще непонятно, на что классическая НАТО, НАТО Стронг непонятно на что готова, а НАТО Лайт тогда на что... Все просто. Они хотят вот это всех окучить, чтобы это все подписали, сказали, это НАТО Лайт, это НАТО Лайт. Мы не в НАТО, не в НАТО, мы в НАТО Лайт. Окей. И какую-нибудь учинить провокацию, чтобы потом это НАТО Лайт включилось. Вот и все.
как еще понять? Ты никак не поймешь, работает эта статья или не работает. Ну, слава богу, наверное, да, мы не знаем, 5-я статья вообще, как она функционирует. Большинство экспертов говорит, что никак, потому что там написано собраться и провести консультации. Ну, собрались и провели консультации. Но тоже непонятно. Он же президент, ну, как называет себя президентом, воюющей страны. Во время войны давать вот эти гарантии кто будет? Типа НАТО, но не НАТО. Тому що це і є альянс, так? Лайк. І тому Лайк. Или лайт. Я не понял, что он сказал сейчас. Но может просто он лайк. Это он, может, призвал всех нас, кто шумит сейчас, поставить лайк. Ну, лучше бы он этого не делал, потому что все дизлайк за этот лайк поставят. Но вот лайт, наверное, все-таки лайт он имел в виду. ця частина, я її хочу обговорювати з партнерами на наступному тижні в Європі, але вже без наших військових, бо були консультації генштабів, були консультації головкомів, були консультації National Security Advisors. І, на мій погляд, National Security Advisor. нам Кривой Рог. Вот English is the capital of Great Britain. треба включатися терміново лідерам, щоб досягти домовленості, а вже потім переходити на військових, NSA тощо. Це те, що я бачу. Тому що питання такі, як boots on the ground і так далі, це можна тільки проговорити на рівні лідерів. Хто готовий і на що готовий. Це моя філософія другого блоку. І третій блок, те, що дуже важливо, санкції, тому що Санкции, третий блок. Ну, смотрите, это тоже про деньги. Короче, все, что он говорит, это про деньги. Это boots on the ground, вот это все, это сапог на земле имеется в виду, то есть это присутствие контингентов, об этом тоже всю неделю пишет пресса. Ну, то есть кто-то что-то понял вообще? Ну вот, кто-то что-то понял? Давайте попытаемся расшифровать. Но тут проблема в том, что у нас не получится расшифровать без российской стороны. И те очень вовремя выпустили Марию Захарову, спикера МИДа, которая попыталась, ну, как-то вот расшифровать. Исходим из того, что оно, в числе прочего, должно включать демилитаризацию, денацификацию, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие. Значит, это еще раз она повторила требования. Четко и ясно повторять как бы не надо. Но наконец-то хоть кто-то публично, и вот, то есть она вот четко сформулировала и сказала: ребята, о каких гарантиях может идти речь, если мы еще не договорились, вообще непонятно, что происходит, заканчивается ли война, а это опять вот эти лего впереди лошади. О чем вы? Какие бутсы on the ground? Какие вот эти все adventure, вот эти все security? О чем? То есть это как бы без военных, это вот о чем тогда это? О каких гарантиях безопасности идет речь? Надо договориться войну закончить. Чтобы закончить войну, вот список требований, давайте по ним пройдемся. Мы говорим: нет, нам нужны гарантии безопасности. Мы, получается, мы, украинцы имеется в виду, украинская сторона, украинские вот эти, прости господи, переговорщики, они, получается, такое ощущение, что они как бы, ну в этом же, ну, в этом и есть вот этот вот криворожский хитрый подход Зеленского из квартала 95. Мы, значит, смотрите, вот реально, логично, выдвинутые условия, договориться по этим условиям. Ну, понятно, что на что-то пойти там на 10%, на что-то на 50%, что-то выполнить полностью. Но в этом же и есть смысл дипломатии. Вот в этом есть смысл дипломатии. А потом, ну, уже идти дальше. И дальше вот мы договорились, все, хорошо, на этом мы готовы. Все, подписи, гарантии безопасности обсудили, и все. В зависимости от какой процент там выполненных условий друг друга, такой силы лайт, не лайт, НАТО, не НАТО, будут гарантии безопасности. Все же просто. А у Зеленского нет, потому что он играет на растягивание войны, на оттягивание всего этого. Таким образом, в основе гарантии безопасности должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России, а не стремление превратить Украину в некое животное. И еще раз, это слова Урсулы фон дер Ляйен. Как она там была, стальной, кто там по ее словам, стальной дикобраз. Ну, там
свинья с шипами, она приводила дальше пример, еще что-то. Но по большому счету, ну что непонятно? То есть, да, стальной дикобраз. Как можно со стальным дикобразом договариваться и, ну, какие гарантии от стального дикобраза можно получить? Ответ простой. От Украины России и не нужны никакие гарантии. Гарантии должны быть от вот этого НАТО Лайт, понимаете? Пытаются как бы по-разному выкрутить. Некоторые там аналитики пишут о том, что вот наоборот, если бы принять Украину в НАТО, то она бы никогда не угрожала России, потому что это как бы ядерная война. Это, мол, типа хорошо. Но проблема-то в другом. Близость войск НАТО, их инфраструктуры, об этом же идет речь. Поэтому boots on the ground, вот это вот как бы надо в топку. В топку. Вообще, конечно, ну, Зеленский поражает сегодня своими откровениями. Оказывается, есть два варіанти закінчити війну, представляєте? Давайте спробуємо відповісти на ваше запитання і розібрати його логічно. Логіка по Зеленському. Давайте. Припинення війни може бути двома варіантами: військовим або дипломатичним. Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Смотрите, сегодня много там, популярная тема, очень популярная тема, когда людей называют пропагандистами. Есть даже, ну это понятно, да, это все вот эти антифейки, вот эти все, скажем так, приемы. Есть, ну, смотрите, есть вот это вот обобщение, да, обобщение. Оно ложное обобщение. Вот точно так же, как вот он применил эту технику ложного обобщения, когда говорил о том, что мы же все хотим в НАТО, ну, хотели в НАТО. Кто хотел в НАТО? То есть люди хотели прям в НАТО? Нет, сейчас мне скажут, опрос показал. Там. Смотрите, плевать было на это НАТО. То есть это был выбор элит, да, потому что, ну, им нужно было красиво продаться на Запад, легализоваться на Западе, а как надо? Ну, конечно, ну, это цель, задача НАТО. НАТО, между прочим, обещали не расширяться, когда разваливался СССР, потом начали расширяться. Ну, там что-то проглотили, что-то съели, а вот с Украиной сейчас вот такая вот получается, ну, как бы обратный эффект. Ну, такая вот рвота, да, вот этого все, интоксикация вот этим НАТО. Поэтому тут же тоже очень интересный момент. Все хотели, не все хотели. Вот сейчас здесь он тоже говорит, все. Ну, то есть мы все понимаем, что Россия не сможет полностью оккупировать Украину. Ну вот, утверждение, как бы, да, вот все. Ну, все, конечно, сидим все и понимаем, что не сможет оккупировать полностью Украину. Ага. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Подождите. Только отошли от того, что мы все должны понять, что, оказывается, Украину полностью Россия не сможет оккупировать. Так нам новый месседж от Зеленского. Мы с оружием всю там, оккупированную территорию вернуть не можем. Как не можем? А как же? До последнего деда, до последнего села. Это же он сам говорил. Это же его слова. Как, уже все? Или тогда не понимал, а сегодня все поняли? А что произошло, что мы все вдруг поняли? Мы же раньше понимали другого. Другое тоже все. То есть логика. Россия не захватит всю Украину, мы не вернем с оружием в руках все свои территории. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Закапывай себя дальше. Тому, коли ми говоримо, в що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж шлях війною. На мою думку, так. Смотрите, война идет уже 4-й год. Ну, понятно, там придерутся и скажут, какой 4-й, с Донбасса считай, то есть там, да, 11-й. Ну, хорошо. Но это как бы медленный вариант. А дипломатия, она как бы вот быстрее по Зеленскому, понимаете? То есть посыл понятен. Сил нет.
Да как же нет? А как же вот помощь, потужность? Где вообще мирный план, который объявляли с трибуны Верховной Рады? Где вот эти все формулы мира? Где вот эти все... Откуда? Ну, куда это все пропало? Что случилось? Ну, что случилось, понятно что. Потому что на самом деле, как бы ни хорохорились и не рассказывали из каждого утюга, что обстрел там, по мирным жителям Россия стреляет, да, вот, стреляет в дом, конкретно вот в квартиру, там, где вот пса, я не стал показывать, в общем, пса сегодня сняли, который искал хозяина на развалинах, выл в небо. Вот конкретно в него стреляла Россия, в этот дом, понимаете? Но мы не можем оценить реальный ущерб от этой войны в военном, инфраструктурном, околовоенном значении, который наносится, ну, за этот период времени, там, 3 с лишним года. Плюс не можем понять, да, перспективы восстановления. Ну, условно, там, Депок в Козятине там попали, там, Интерсити, в общем, сгорел и так далее. Вот смотрите, давайте, мы не понимаем масштабы разрушений, но железная дорога там плюс 5-6 часов, да, и там некоторые направления пришлось вообще объезжать. Что-то я не увидел, ну, потому что у нас это скрывают, да, то есть там в России они же показывают, как в аэропортах не могут долететь люди, потому что там план ковер и так далее, а украинцы как бы радуются. Тут не показывают этих людей, которые в поездах едут, да, и которые там опоздали тоже на 5, 6, 10 часов, ну и вы понимаете, да, и радости тоже нет никакой. Ну или там в этих поездах необычные люди, не только гражданские. Ну, то есть, или такой вариант есть. То есть мы не можем оценить ущерб. Поэтому первая причина, первый посыл. Ну, хорошенько надрали задницу. И помощи, даже той, которая сейчас выделяется, там тот 9 миллиардов, этот, и тут вот смотрите, мы там на следующий год наколядуем 40 миллиардов, то есть еще год повоюем, вот эти все, ну, в плане финансовых возможностей, вот эти все бравадные вот эти все речи, высказывания, да, а это не подтягивается. То есть есть вещи, которые ты уже не восстановишь от слова совсем и никогда. Потому что, действительно, если раньше прилетела какая-нибудь там Герань-2 или Герань-1 или еще Шахет вот тот, ну, чего-то взорвалось, можно подлатать, можно где-то что-то спрятать, можно еще что-то. Вот это было так. А сейчас на реактивных двигателях с большим боезарядом по 16 штук конкретно в цех, и люди это рассказывают вот этим летом, которые живут рядом. Они примерно, потому что соседи знают, что, например, здесь там что-то готовилось, дроны собирались, или комплектующие какие-то, или что-то для ракет, или там для фронта. И прям предприятие, цех. И вот туда 15-16 летит, ну еще и баллистикой там добивают, шлифуют. Но проблема-то в том, что... А что он делает рядом с гражданским объектом? Правильно, маскируется. А как они вычисляют? Ну, как-то же вычисляют. Вычисляют. По спутникам вычисляют. Через агентуру как-то вычисляют. Находят же, что именно там собирают то или иное. Не, ну это если, конечно, Притула или такие, как Притула, они возьмут там, не запалят, ну, засветят. Или, например, в интернете, там, Укрспец, что-то там система, которая пострадала, возьмет карту не выставит, прям с четкой геолокацией. Вот сюда заходить к нам. Ну вот как-то так. Но Зеленский просит денег. Он понимает. И это главный вывод вот этих всех речей сегодняшних. Он понимает, денег нет. Америка говорит аривидерчи. Венс четко сказал, это бездонная бочка, это пропасть заканчивается. Это при Байдене выделяли как не в себя. USAID, вот сегодня новость была, что Рубио прикрыл, говорит, все, завершается процесс расформирования. USAID, до свидания. Финансирование, прощай, американское. А европейцы, ну там повыделяют. Ну, правда, Урсула фон дер Ляйен решила как бы провернуть ход конем, говорит, мы в 4-5 раз увеличиваем военные бюджеты. Не, круто, конечно, наверное,
Зеленский рассчитывает на военный бюджет, когда говорит о деньгах. И поэтому пытается вот за счет этого протянуть и проскочить дальше, потому что нужно утрясти бюджетирование на следующие и дальнейшие годы. Судя по всему, так. Ну и еще одного Зеленского вам покажу. Это, конечно... Вот я долго думал, что он хотел сказать. Его, понятно, спрашивают о встрече с Путиным. Мерц, он, короче, не дожидается, говорит, не будет встречи с Путиным. Имеется в виду Путин-Зеленский. В этом формате не будет. Война еще будет долгие месяцы, и Германия будет затягивать пояса, отказываться от роли социального государства. Ну, это Мерц. А вот Зеленского спросили. Це Є дуже... ознаки, що він вже готується зустрітися з вами. Я думаю, що відбувається. Два паралельні процеси. Значит, есть какие-то признаки, что он с вами готов встретиться, Путин? А он сейчас говорит, смотри, сейчас расскажу. Два параллельных процесса. Два. А ну. Вони паралельно думають, яким чином ця зустріч можлива. Думають, але передусім будуть робити все, щоб це не відбулося. Бубочка, слушайте, это же находка для аналитика. Говорит, значит, они думают, как провести эту встречу, но параллельно делают все, чтобы ее не произошло. Ну вот как это умещается в одной голове? Как это? Ну, слушайте, он талантливый, конечно. Зеленский талантливейший человек. Как у него... ну, как бы язык, он это мускул, да, он состоит из двух, как бы, ну, как двух частей у языка, ну, как там есть там корень языка, да, и вот на одном языке пляшут две вот эти формулировки, две, говорит, они думают, как провести, и будут делать все, чтобы не проводить. Тому що вони будуть робити все, щоб наша зустріч не відбулась, але якщо так будуть складатися пазли, і глобальний південь, і Сполучені Штати повинні всі виконувати зараз свою роль для того, щоб склалися пазли, то... Вы поняли? Значит, и глобальный юг, и США все должны делать, весь мир должен работать, чтобы Зеленский встретился с Путиным. То їм потрібно бути готовими. Наприклад, коли йдуть такі заяви знов ультимативні від Піскова, там, то, що ми хочемо знов, ну, ця стара історія, Вы что-то поняли что-то? там денацифікація, тобто в цьому можна що бачити? Перше, да, це схоже на відтермінування, тому що ті самі умови, але і, на мій погляд, підготовка їх суспільства, тому що у них радикалізоване суспільство. Какое суспільство, ну, общество имеется в виду, российское, в смысле, в России радикализованное общество, окей. А при чем тут Песков? Они его готовят. Они своих российских радикалов готовят. Яке не бачить змісту в зустрічі нас. Не видят смысла во встрече нас. Ну вот как? Как это? Как мы это могли избрать? То есть, значит, Россия сейчас, они думают, как провести, готовят общество, но будут делать все, чтобы не проводить. Я боюсь себе представить, а что там вообще на переговорах? Ну вот если посадить его на переговоры, что он будет говорить вообще? Его кто-то поймет без переводчика? У нас включился Зеленский, вот тут я помню, ну перед большой войной, когда рейтинг у него там до 16% упал, и он пытался изъясняться. Значит, он раньше, в начале срока, он там говорил то по-русски, то по-украински, не стеснялся. Потом говорит, да не, надо по-украински. И вот его слушали, и никто ничего понять не мог. То есть, у него спрашивают там, вы чувствуете, что ну, готовится встреча там с той стороны, какие сигналы там, нормальный в принципе вопрос. То есть Путин говорит, встретимся, и сегодня в очередной раз было заявлено, что встретятся, но
после того, как переговорные группы обеих сторон подготовят предмет встречи. Ну, чтобы Зеленский и Путин говорит, так, я готов. Ну, предмет встречи, то есть отказ от территории, там, русский язык, там, или какие-то там моменты компромисса где-то по каким-то вопросам. Тогда мы приедем и это подпишем, и вот тогда имеет смысл встретиться. А так чего встречаться? Чтобы решать boots on the ground, понимаете? И вот это он сейчас нагородил, вообще ничего не понятно. Он переносится туда. И видно, что нет опоры интеллектуальной. Никто ему простыми словами не объяснит роль. Это как к актеру приходят, ну вот, талантливый актер, он же почему талантливый актер? Не потому, что он сам такой, а потому, что хорошие режиссеры, да, хорошая школа, люди, которые могли там, ну, его воспитать, мастера там хорошие, они приходили, объясняли роли. Человек, ага, и потом вот эти навыки он как бы накладывал. Вот он сейчас наложил навыки «Любовь в большом городе», например. Ну, там тоже игра так посредственная, фильм хороший, с Киркоровым, нормально. Вот вам «Любовь в большом городе» сыграл сейчас Зеленский. Получается. А параллельно с этим, параллельно Boots on the Ground, как не пытались они использовать, как не пытались они каким-то образом, каким-то макаром вот эту трагедию. А проблема-то, ну, просто вереница, как снежный ком этих проблем. Вот, например, Стерненко, который угрожал смертью со страниц The Times Зеленскому. Говорит, что после масштабных воздушных ударов фиксируем новые приказы на перевод специалистов ПВО в пехоту, в том числе и операторов дронов-перехватчиков. То есть где-то недельки две назад, ну, может, чуть ранее, в общем, вы помните, каждый раз, когда Зеленский открывал рот, он говорит, перехоплювачи, дроны-перехоплювачи. Вот каждый раз. И вот все уже прямо тошно стало. И Федоров тут, и все дроны-перехватчики. Даже показали, там какая-то такая головешка с ножками, вот она взлетает. Даже показали, как дрон-перехватчик там что-то подбил, какую-то герань. То есть это прям была тема. Мейнстримная тема. А потом она заглохла в медийном поле. Значит, а эти ж Стерненко, он же по 2 гривни с песней, с шуткой, с прибауткой собирает с народа. Говорит, с одной стороны, мы рассказываем, как сейчас строим ПВО. С другой стороны, эту систему разрушаем. И это на фоне, когда шахедов становится больше у россиян. Нет слов. Передали в одно из подразделений ПВО перехватчики, ну, вот эти перехватчики, а там уже некому с ними работать, жалуется Стерненко. То есть передали, а работать уже, как вы понимаете, с ними некому. Вот нормально, в принципе. А на что люди Стерненко скидывались деньгами? Ну, на что? Чтобы он купил, привез, и оно стояло. Ждало. Кого ждало? Кого ожидал? Что? Ну, нового кого-то пойманного из подворотни. Но проблема в том, что у России не только ну вот шахеды. Это очень важный момент, очень важный период. Я бы его не сбрасывал со счетов, потому что мы же помним, как пиарно мы раскрутили эту тему, что, ну вот смотрите, Украина прогнала Россию с Черного моря. Флот Черноморский теперь в Новороссийск загнала, короче, за Можай, туда. Ой, вот такой, скажем так, вот такой процесс. Ну, окей. Но теперь такие же безэкипажные катера есть и у Российской Федерации. Вот буквально вчера демонстрируют, как взорвали корабль «Симферополь». Вот таким вот образом, вот так это все с дронами, с подсмотром, есть там издалека, есть вот такие прям, да, снимки и вот такие вещи. Это действительно что-то новое, потому что новое.
Мы же были впереди планеты всей по этим безэкипажным катерам. Потом заглохли, как сейчас дроны-перехватчики, как тема, я имею в виду, публично, заглохли, и ну, их научились поражать. То ли FPV-дроны бьют по морским дронам, то ли там каким-то другим образом, с пулеметов, то ли с самолетов. То есть, вы понимаете, то есть противоядие. А у нас получается, у тех, кто первый, как бы, да, номер в этой морской дроновой истории, а у нас противоядия, оказывается, нет. Не дали, наверное, британцы противоядия или сетки, кончились те, которые в Дании покупали у рыбаков для того, чтобы как-то отгораживать что-то где-то. Ну, то есть, получается вот таким образом. Плюс дроны, те, которые воздушные, делают очень много беды. Очень много беды. Те дроны, которые воздушные, они прям, ну вот, сейчас далеко и глубоко в тылу перерезают логистику. Из Павлограда на Донбасс, вот это направление, эта дорога уже простреливается. И местные говорят, очень частые прилеты, прям по трассе, прям по дороге. Тільки що? А що влучав? Ніхто не пострадав. Там младший оператор трохи. Катастрофа. По заправке і все, я не знаю. Да, вот так вот. Ну, ось від нього. Ламки. Да. Росіяни вже активно б'ють по Слов'янки. Це те, що на трасі Дніпропетровської області. Там далі біля готелю теж вже дрон влупив второго. Такая обстановка тут. Ну, такая обстановка. Дроны везде и долетают очень далеко. Запорожье, дрон из матки тот, который. И, ну, Сумы, то есть дроны подходят ближе, летят дальше. Вот таким вот образом. А вот удар по Краматорску сегодня. Краматорск. Новая почта там и супермаркет рядом. Вот такие кадры. Все. Краматорск уже как бы это линия огня. И все это прекрасно понимают. Поэтому война уходит и движется вперед. Венс сегодня сделал заявление о том, что, ну, мол, смотрите, россияне, мол, ничего не добиваются. И украинцы ничего не добиваются. Мы против, мы не дадим, там, чтобы всю Украину оккупировал Путин, но он и как бы и не сможет. И, в общем, в этом отношении они очень похожи на таким риторику, ну, около того транслируют американцы и украинцы. Ну, вот таким вот образом. Однако, вот сегодня обсуждался прорыв возле Лимана. Ну, вот конкретно возле Лимана прорыв непосредственно, да, на фронте. Вот эти опять двойные, да, вот эти клещики, да, лапка вот это. Ну, так вот можно, если это вот ухо, то это там пасть. Можно собачку в детстве так многие рисовали вот таким образом, да. Вот эта вот собачка уже в среднее шандриголовое. Ну, в общем, вот сюда. Вот, это, вот такой прорыв. Ну и здесь в районе Торского. Торская, Заречная, вот здесь тоже. То есть вот этот прорыв, вот эту зону на фронте, вот сегодня активно все обсуждали как новый прорыв на фронте. И получается очень интересная штука. Только что же, ну там есть, кстати, продвижение в районе Покровска непосредственно здесь. Ну вот этот прорыв, он до сих пор вот такой и есть на карте Deep State, да. Хотя уже, понятное дело, все деоккупировали, вот здесь нейтрализовали. Таким, получается, вот этим товарищам надо отсюда, вот отсюда, да, вот, перемещаться вот сюда, вот в эту сторону. И вот так вот. И я помню, мы играли когда-то в пинг-понг, и там вот такая задача была, да, растянуть соперника по углам, по углам, по углам. Ну вот сейчас примерно вот здесь, вокруг вот этой основной цели, Славянск и Краматорск, ну вот растягивают по углам. Только и всего.
Причем до Краматорска ведь там рукой подать на самом деле уже. Вот Краматорск непосредственно, да? А вот, ну, как бы Марковая, Майская, вот здесь идет движение. То есть вполне себе и недалеко. Ну вот, светится 19 километров. Конечно, дроны будут, и ракеты, и Искандеры, и все на свете будут поражать. Конечно, обязательно. Ну, вот эти вот. Шандриголова, Дерилового, ну, в общем, Новоселка. В районе Покровского. Поэтому на фронте сложная ситуация. Но не сказать того, что, ну, в общем, ничего никто не добивается. Путем жертв, конечно, больших, путем усилий, конечно, специфических, но добивается. И движение по фронту идет. Я почти уверен, что сейчас глобалисты и, ну, соответственно, Зеленский будут продвигать другую тему. Они будут всех уверять, что, смотрите, ничего не получается в России. 1% за 1000 дней территории в войне они взяли. Никуда не двигаются. Ну что там это все? Ну подумаешь. Ну это какие-то там километры, там, километр в день. Что это такое? Ну это ерунда. Вот если бы они там прорвались, вот тогда бы, да, вот это. А так вообще не переживайте. У них тупик. И у нас тоже, и у них. А если что, у нас есть фламинго. 1 ракету в день будем делать. Розовый фламинго в лучах заката будет лететь по России, по всей европейской части, 3000 километров. Плюс еще там одобрены закупки на тоже 3000-километровую ракету американскую, которая без GPS наводится, летит высокоточно. Ну вот нормально, мы ракетами будем. То есть дроны-перехватчики, эта тема уже сошла на нет. Сейчас будем, мы же боец, мы же не жертва, мы будем атаковать. Ракеты. А где это производство этих ракет? Конечно, его будут искать ударами, да, рядом с жилыми массивами. Ну и вот так, как сейчас вот этими всеми трагедиями, конечно, ужасными, когда гибнут дети и просто страдают люди. Но это еще и повод продолжать ужасающую мобилизацию. Потому что война же не остановится, война же будет дальше. Очень интересный эпизод в Кобыляках Полтавской области. ТЦКшники открыли мемориальную доску своим, ну как, ТЦКшникам. Вот, правильные священники там, видите, отслужили. Нормально все, хорошо. Мол, гибнут при исполнении. Кто-то на фронте, кто-то в больнице, кто-то еще где-то. ТЦКшники уже начинают контркампанию. Потому что люди это не очень любят подсвечивать, потому что это же вражеская история. Ну как это? Это точно ИПСО российское. Но люди могут по голове дать или тетушке, или менту, который бросил там парня с эпилепсией, или наоборот, там выгнать мента, который защитил парня, да, и отправить его на фронт. Люди видят эту несправедливость и жестокость, начинают отвечать. Больно отвечать. Какой-то лютый ад рассмотрел сегодня Комитет Верховной Рады по этому поводу. Когда там в эфирах с Арестовичем, Щелиным, многими другими, на этой неделе в том числе, говорили, ну, эти спикеры о кастах, классах, 17 веке в общественных отношениях. Ну, все как-то так, ну, так, может, метафора, может, такой подход, а это прям реальность. Сегодня Комитет Верховной Рады принимает и, в общем, отдает на голосование, депутаты должны только проголосовать, фактически закон, который защищает военных от гражданских,
Каким образом? Ну, делит их, это все, это клин. Значит, если ты высказываешься плохо, ругаешь, или угрожаешь, или что-то еще военному, или его семье, тебе срок. Срок тюремный. Есть варианты со штрафами, исправительными работами, но это если просто поругался там, да, с семьей, или там, а если вот прям угрожаешь, то все. Военный. Когда, ну там, полстраны, ну, может, меньше, ну, там, достаточно большой кусок страны, имеет родственника военного, которого может называть своей семьей, то получается, другая половина страны, у которых этих родственников нет, например, да, не может даже их, простите, послать подальше. Потому что это благодаря этому закону, ну, вот, собственно, вот такая норма. То есть, эту касту выводят, прикрываясь светлым именем военными, то есть героями, теми, кто на фронте, те, кто сражается. Вот эти все ТЦКшные, прости господи, уроды пиксельные. Вот эти все, которые забивают людей насмерть, ловят, а ты ничего не можешь сказать ему, потому что штраф прилетит, а если угрожаешь ему, то еще и посадят тебя. То есть государство их, получается, их уберегло. Не только тех, кто действительно военный, и там, понятное дело, что ну, критиковать армию можно, да, и военных можно. Вот, например, как вот, если они примут этот закон, будет, например, Безуглая себя вести по отношению к мясникам, генералам, Сырскому, например. Скажет, что сырский мясник. Все, фейк об армии. Очень похоже на российскую историю. И это они приняли, подготовили, мол, давай, голосуй. То есть, значит, на военного нельзя рот раскрыть, ибо уголовка, ну или там штраф. Значит, выехать, ну, выбежать, убежать, короче, через границу, это теперь не админ протокол, а это уголовка, могут такое проголосовать. То есть везде вот все, расставили эти манки, везде уголовка. Вот такая свободная страна. А потом вот это удивляются, а где же люди? А как они всеми правдами и неправдами вырываются? Чего это они вдруг не любят то, где они живут? Потому что это полный переформат государства под тоталитарную, ну, скажем так, модель управления. І у нее есть уже свої ідеологи. Карчинський, наприклад. Я, наприклад, говорю вам правду про те, що діяльність ТЦК, на жаль, необхідна. І тому я всім серцем підтримую діяльність ТЦК і вважаю, що без мобілізаційного безпреділа ми не виживемо в цій країні. Без мобилизационного беспредела мы не выживем в этой стране. А можно в какой-то другой выжить? Ну вот давайте не вот в этой, а какую-то другую, нормальную сделаем страну, Украину. И будем в ней выживать, выживем, будем счастливо жить. Нет, ну в этой стране Украина Корчинского, наверное, мы не выживем без вот такой ужасной мобилизации. Прихильник диктатури і вважаю, що вибори зараз або в найближчому майбутньому шкідливі. Тому що якщо цим киянам дати право вибирати, вони обов'язково виберуть самознищення. Ці люди... Значит, вы право выбирать не имеете. Право выбирать не имеете, потому что вы выберете самоуничтожение. А при диктатуре спасетесь. Люди, які щебечуть московицькою говіркою, їх не можна допускати на виборчі дільниці. Українська нельзя. Если ты щебечешь вот этим московским языком, нельзя тебе вообще прикасаться к бюллетеню. влада не повинна думати про вибори, не повинна думати, як сподобатися виборцям, як оця гидота з тим, що почали випускати до 22 років з країни. Українська влада повинна думати Гидота, ну типа омерзение. Что это? Тільки про перемогу в війні. Я за диктатуру і за жорстоке обмеження громадянських прав. Ну, вы думаете, часто спрашивают, Шелест, а куда делась стена сзади тебя, вот эта кирпичная? Ну, после этого она не вернется, наверное, никогда. Это кирпичная стена. То есть, вот вы понимаете, какой уровень вот этого бреда мы сейчас
Мы сейчас услышали. Зеленский там и отвечал на вопрос, мол, нет, и сейчас все опровергают, ни в коем случае никаких очередей нет, 18-22, никто никуда не уедет, никто никуда не рвется. Очереди, правда, люди снимают, в ТикТоке выкладывают, и вот эти все мальчики, ну, пацаны, 18-22, которые в первых рядах рванули использовать эту возможность вырваться из этого концлагеря, вот такого Корчинского и такой страны, они себя снимают только. Они себя снимают. И вот у них спрашивали же, вот буквально там нашли в интернете очень короткое там, да, видео, ну, а вы бы уехали, если бы открыли границы? И все как-то так вот в вопросе, в ТикТоке, вот этой дамочки, все сказали, конечно бы, вырвались. Чи плануєте виїхати за кордон після нового закону? Так, звісно. Зараз в якій сфері працюєте? Безробітно, так планую. А чому? Тут немає ніякого розвитку. Скоріше за все виїхав. Ну, у мене батько військовий службовець, я маю йому зробити пам'ятник. Планую. А чому? Я думаю, більше перспективи за кордоном. А куди саме, в яку країну? Польщу, а там буде вже видно. Так. А куди? Німеччину. Так, А чому? просто так. А куди? Германію. Подумаю про це. Я виїхав би. Молоді треба виїжджати, щоб не гаяли тут час. Чому тут немає що робити? Перспектив більше буде за кордоном. Ким там можна працювати, наприклад? Любе бажання, ну, це люба мінімальна робота, це від $1000. Я би виїхав, чесно кажучи. Вже давно виїхав. А ким там можна працювати? Піти працювати на повара. А думаєте, взагалі багато хлопців вийде? Думаю, так. В районі 200 тисяч виїде. Пишіться і напишіть свою думку в коментарях, чи будете виїжджати чи ні. Чи Ну, плануєте виїхати за Ну, то есть, понимаете, люди, вот это, ну, опять-таки, можно сказать, что это вот она, вот этот владелица, ведущая это ТикТок-канала, она собрала таких, да, вот, в Киеве, поспрашивала. Планируете? Конечно, перспектив больше, планируем. Куда? В Германию. А чуть ли не в Польшу, а там видно будет. Потому что, в Польшу приехал, и там ты уже смотришь, да, кто там с Польши дальше летят там в Испанию, Португалию, кто-то летит туда, где большое украинское комьюнити, кто-то летит в другое место, кто-то летит туда, где платят, ну, деньги еще до сих пор, поддержку, да, кто-то ищет финансовую поддержку, кто-то ищет такую, кто-то рыбку, кто-то удочку. Но вот они, 18-22. Да, выехал бы. Больше перспектив. Больше перспектив. Но и в этом тоже не все чисто решение. Как он, Корчинский, говорит, о гидном. Гидота вот это. В общем, парни, которые хотят выехать, те самые, которым еще не исполнилось 23 года, исходя из разъяснений, начали обновлять свои данные в резерве, чтобы понимать, что они не в розыске. И сейчас массово мне скидывают скрины с резерва, где у них у всех порушения, и им пропонуют сплатити штраф со скидочкой 8500. То есть... Значит, штраф 17. И вот этому человеку, правозащитнику, ему как бы скидывают, говорят, смотрите, мы-то как бы это классно, мы бы сейчас бы свалили, но там же надо иметь военный учетный документ, или в резерве быть, или там военный билет, и что-то вот как-то что-то надо делать. А там же новая как бы промо-акция. У всех находятся порушения, кто-то там не был, кто-то неправильно, кто-то там обновился и там не дошел, или еще какие-то моменты. Вот, пожалуйста, 8,5, давай, заплати. И говорят, это тоже большой объем денег. То есть некоторые вот эти порушения, некоторые вот эти неточности, которые в резерве, ты вот так вот, оплатив штраф, ты не можешь решить. Там как-то схема такая, там оплачиваешь штраф, там через какое-то время он тебе приходит. Это все долго. Поэтому что делают? Идут в ТЦК эти люди, а там говорят, ну давай порешаем. Заплатишь штраф еще чуть-чуть сверху. То есть нормальная схема. Если таким образом, то есть прикиньте, о каком количестве денег сейчас. Понятно, что все заплатят для того, чтобы поехать. По 8,5 каждого сейчас чехлянут. Сколько денег в бюджет зайдет. Ну, нормальную тему придумали для пополнения бюджета. Ну, и с другой стороны, я им говорю, ну и что? Я говорю, $200 за свободу. Говорю, при том, что сейчас по 20 люди дают, чтобы уйти. Поэтому платите, ждите, пока снимется, и едьте с Богом. Как-то так. Ну, вот так, вот такой совет уже человека, которому за 22. Вообще, конечно, тоже несправедливость. А что их вообще держали, этих, если все так хорошо, если никто не ломанул, если все в порядке? Что вообще держали?
Ну, сказали бы, с 25 мобилизация, да, с 23 нельзя выезжать. Все. С самого начала. С самого начала. Да потому что понижение мобилизационного возраста партнеры требовали. Помните? От Зеленского. А тут не мог на это пойти. Женская мобилизация, понижение возраста не мог. И сейчас, ну это как вот присказка такая, да? Здравствуйте, у меня для вас есть две новости, хорошая или плохая. С какой начать? Вот начали типа с хорошей, с послабления выезда. А закончат понятно какой. Причем самое интересное, что вот адвокат Ростислав Кравец периодически был у меня в качестве эксперта, мы с ним обсуждали этот мобилизационный ужас, и так, и сяк, и наперекосяк. Вообще говорит, ребята, он всем как это, в одну точку напоминает уже который год. Нет закона, который запрещал бы мужикам выезжать. Это неправильно. Свириденко со своими распоряжениями, изменениями, правилами пересечения границы – это туфта. У нас є стаття 33 Конституції України, де чітко зазначено, що заборона перетину кордону може встановлюватись тільки законом. Закону такого у нас на сьогоднішній день немає. Ви не знайдете жодного закону про правовий режим воєнного стану, надзвичайного стану, про порядок перетину кордону, де написано, що військовозобов'язаним чоловікам віком з 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. Немає такого ніде. Нет нигде. А оно есть. Вот его нет, а оно есть. Понимаете? Это вот как вот сейчас нам рассказывают вот эту душещипательную историю, там, в какой вот новый квартал, там средняя зарплата в Украине 26,5 тысяч гривен, вот это растет, вот смотрите, сборы, вот это все, мы сейчас. А параллельно приходит вот другая статистика. Задолженность населения во втором квартале 2025 года в миллиардах гривен. Значит, управление многоквартирным домом, ну ЖЭК по-простому говоря, 8,8 миллиардов. Вода и канализация 10 с лишним миллиардов. Тепло, ну, горячая вода 35, газ 32 миллиарда. И электроэнергия 17 миллиардов. Всего украинцы во втором квартале задолжали более 100 миллиардов гривен за коммунальные услуги. Если у людей зарплата так растет, то что ж такие долги? Если всем так хорошо жить с войной экономически, а чуть и не платят? Наверное, просто забывают, наверное, да? Это же надо в смартфоне напоминание поставить, да? Наверное, вот так. Или наоборот. Вот это богатые, они же не платят коммуналку. А это же это вот сильно все богатые, и поэтому долги растут. Цирк устроили. И пытаются фиговым листком вот этих пиар-решений, что в экономике, что вот везде, подменить реальное положение дел. Жрать нечего в стране. Работать негде. Где бы ты ни работал, куда бы ты ни пошел, тебя загребут, разденут ТЦКшники или отправят на полигон, на фронт. И вот поэтому люди и бегут. Потому что вот почему больше перспектив, говорит молодежь. Уже и молодым пацанам понятна вся перспектива. Ну и плюс еще общий фон всяких идиотов-политиков. Вот, например, Дунда. Он вообще сегодня отметился двумя заявлениями. Одно из них он сказал, народный депутат, по поводу Лукашенко. Мол, если ограниченное небольшое количество ВСУ перейдет украинско-белорусскую границу, ну, там захватит несколько населенных пунктов, режим Лукашенко падет, и он сбежит в Россию, в Ростов. И Беларусь станет свободной. Голова, мозг такое придумать. Союзное государство Российской Федерации, туда заходить, и вот, пожалуйста. И там режим рухнет. Тихановский, наверное, где-то плачет в сторонке, не понимает, как это он его опередил с такой гениальной идеей. Ну а вторая гениальная мысль этого депутата Дунды заключается как раз таки про тех уехавших. Вообще это, конечно, очень интересно. 6 месяцев ты за пределами Украины. Все, ты политически уже не украинец.
Взагалі не змінив. Я абсолютно переконаний, що так воно є. Поясню чому. З точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, він втрачає право бути обраним. Значит, действительно, там 6 месяцев ты там, за пределами, ну, в течение какого-то периода времени, ты уже не можешь быть депутатом, президентом, избираться. Це є частина політичних прав. Тобто він вже де-факто, велика кількість українців, які виїхали під час війни за кордон і не повернулися, вони втратили найближчим часом це право бути обраними в Україні там, на посаду там, президента, народного депутата і так далі. Це вже є втрата так званого політичного українства. Це по-перше. По-друге, є велика проблема, пов'язана з тим, що наші українці, наші люди, вони дуже мають гарні здібності, навички асимілюватися. Коріння дуже швидко починають займатися чимось. Хтось бізнес займається, хтось роботою і так далі. Вообще странные какие-то украинцы, да? Куда-то попадают, начинают вообще какие-то... Надо нет. Ну зачем ассимилироваться? Сиди на пособии, ничего не делай, ничем не занимайся, никуда не ходи. Включи себе гимн Украины, обмотайся в вышиванку, в флаг, потом опять в вышиванку, потом и вообще ни с кем не общайся. Общайся только вот с такими, как ты. Никуда, не надо ассимилироваться. Ну чё? Такой удивительный народ, представляете? Я открою страшную тайну. Все народы ассимилируются. Все. Вот все, которые бежали от войны со своих стран и попали туда. Просто кто-то хуже, кто-то, ну там, кто-то со своими тараканами и приколами. И вот, а в Европе вот эта история, там, да, вот, там сейчас говорят, вот, какие-то там сирийцы, какие-то там, не знаю, африканцы, еще кто-то, ну, те мигранты, которые там шкодничают, назовем это так. Они же тоже, ну, это же случаи, просто их слишком много. Их становится слишком много на какой-то территории. Это там целые там, районы, кварталы, даже почти города, как вот в Испании там начали мордобой устраивать. То есть их просто много становится в том месте, и они вот это вот все. А если так вот их размазать тонким слоем, как маслица на корочку хлеба, ну и в принципе и все будут ассимилироваться. Но нет, мы же украинцы, мы лучше всех ассимилируемся. Только вот вопрос, это хорошо или плохо? Вони дуже швидко асимілюються в цьому суспільстві, і вони стають умовно французами де-факто. Французами українського походження. Це добре. Ну, так само у нас є там, наприклад, поляки, українці польського походження. Ну, це нормально. Афроамериканці, да, там, укрополяки, укрофранцузи. Але в чому тут виникає проблема? Тут є друга сторона медалі. Як правило, якщо українець 3 роки не в Україні, він починає випадати з українського інформаційного поля. Слушайте, 3 года не побыл, все, ты выпадать начинаешь из украинского информационного поля. Вы понимаете? Из украинского информационного поля. 3 года. Ёлки-палки, а как жить? Ну, то есть, хорошо, 3 года ты выпадаешь, и... Йому вже дуже важко розуміти, а що взагалі відбувається в Україні, чим живе Україна, якими проблемами, як вони вирішуються. Цей українець, от якщо він виїхав у 22-му році, у нього Україна в його розумінні і не повернувся. Розуміння – це залишилось Україна 22-го року. Представляете? Представляете? Если он уехал в 22-м году и, ну, не возвращался, или там, ну, это же все, ну, это уже, ну, ничего не понимает. В цей час українці, які тут, які в Україні, які борються за незалежність, які воюють різним чином, там в тилу, на фронті і так далі. В тылу воюют, да. Много таких воюет в тылу. Это ж надо убежать от ТЦКшника, это ж надо не попасться СБУшнику, это ж надо, чтобы дело не завели. Ну ладно, воюют в тылу, воюют, да. Ми змінюємося. Україна щодня змінюється, у нас щодня інші проблеми, і ми робимо великий крок вперед. А українець, який за кордоном, у нього Україна 22-го року. І він вже не розуміє, які тут проблеми. Собеседник. Да. Мы делаем шаг вперед. Впереди вот это что? Это как это? Мы, значит, на краю пропасти делаем шаг вперед, получается. То есть он рассказывает об этом всем гадстве. Он рассказывает как о шаге вперед. Украинцы меняются. Понимаете? Він не розуміє, які потрібно приймати рішення. Як їх вирішувати?
Оцей от розрив між нами з кожного року він буде збільшуватись. Представляете, разрыв увеличивается. Разрыв увеличивается. С каждым годом все больше и больше. А потом станет вопрос, а что это вы будете голосовать? Вы вообще ничего не понимаете. Избираться-то ну у вас. Вот. Мы идем вперед, а вы там отстаете. Помните страну в 22 году, до Большой войны, представляете? Эти люди, которые помнят, какой была страна до 22 года, они сейчас очень мешают. Те люди, я больше скажу, те люди, которые помнят о границах 91 года, вот там контрнаступе, вот это даже помнят, они тоже сейчас мешают. А мы слишком быстро идем вперед, а вы отстаете. Вообще украинцы, конечно, разные там за рубежом бывают. Вот, например, один из них. Значит, прошла новость о том, что Навроцкий отменил 800 злотых, и украинец тут решил записать хайповое видео. Президент підписав новий указ, 800 плюс не буде. Тепер подивіться, що наші люди роблять. Правильно. Отак. Значит, что наши люди делают? Правильно, вот так делают. Підпалили, коротше, хату. І от вам ваші куро 800 плюс. Будете мали тепер 800 плюс, 800 з чимось. Подивимося, які ви тепер мудрі, блядь. Ви ще просто не знаєте, на що українці здатні, блядь. Отак. І буде з кожним, коротше, вертайте 800 плюс, бо не буде 800 плюс, будуть хати горіти. Значит, если не будет 800, ну, плюс 800 злотых, то вы вообще не понимаете, с кем вы связались? Там мы, украинцы, мы вам будем жечь квартиры, поджигать будем. Мы вам будем вообще давайте возвращайте 800 злотых в месяц выплаты. Вы что? А тут наши украинцы сейчас вам хаты перепалят. Вы вообще знаете, с кем вы? Так, и говорит, правильно. Одобряет, говорит, правильно. Нормально, наши люди, украинцы. Украинцы, наши люди. Сжечь квартиры, в которых они живут. Ну, в общем, задержала его польская полиция. И правильно сделала, слушайте. То есть, а потом все, и угрожает депортация, скорее всего. Будут депортировать. А потом все удивляются, а что это... Не, ну поляки, они, конечно, не с гонором. Поляки специфические, у них там тоже менталитет, его там национальное чувство, самосознание, все там как положено. Но вот как вот этого не депортировать, не выгнать? Дурака. Как? Который говорит, наши жгут квартиры там, ну или при выселении, или что там, перезаезде, вот, возвращайте 800. Как одно с другим связано, неважно, но это призыв к... Ну это просто идиотизм, то, что он говорит. Хотя, в принципе, вы знаете, их хватает везде, этих, ну, скажем так, идиотов. Везде хватает. Причем даже в рядах тех, кто именует себя гордо ТЦКшниками. Я сегодня долго смеялся на этот счет. Значит, это, конечно, нечто. Одесса. Погоня! И вот они высекают эту всю движуху. Да, я думаю, они даже, блядь, что не поняли, в какую сторону двери как. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2. Дебилы, ворота не ломайте, блядь. Калитка есть, блядь. Вот тупые ваши. И против этих людей ничего нельзя сказать, понимаете? В принципе, если сейчас примут этот закон, что ты типа оскорбил военного, то вот этих людей, которые ржут и там, ну, в общем, выражаются в адрес вот этих ТЦКшников, это же они военных оскорбляют. Но это какой-то такой веселый пример. Они просто не поняли, куда им толкать. Ну, военные, да, как бы они насмешили. Но если серьезно к этому вопросу или там формально подойти, то все, назвал вот таких вот придурков придурками, все, штраф получи, исправительная работа, а если угрожаешь им за то, что калитку тебе сломают, то можно и в тюрьму залететь. Ну, на самом деле, закончить сегодняшний, ну, вот такой набор новостей, и потом перейти к вашему общению, я хотел бы с серьезной историей про ТЦКшников. Не всем так удается уйти, вот как здесь. Это, конечно, вообще напомнило мне какие-то вот эти, помните,
В Одессе, кстати, тоже снимали голые, смешные вот такие вот скетчи, да, вот такого ну, рода, такого толка. Скетчи какие-то, приколюги. Ну, на самом деле есть очень серьезная история, которая демонстрирует весь ужас происходящего. Пологовский район. Мужчина и женщина рожают детей, двойняшек. Мать, когда детям было по 2 года, уходит из семьи. Мужчина с 2 детьми остается на неподконтрольной Киеву территории. Что-то происходит, и он решает ехать к сестре на подконтрольную территорию. Проехал крюк вот этот знаменитый, там через всю Россию, Европу, в общем. Приехал. Он и 2 детей, 7-летних. И его пеленают в ТЦК, а детей просто оставляют на дороге. Вони без перестанку питають про тата, якого не бачили більше місяця. 7-річний Станіслав та Олександра – двійнята Володимира Страхова. Його сестра Оксана каже, нині вони живуть у неї. Відтоді, як їхнього батька мобілізували на блокпосту, а їх самих залишили на узбіччі. Він їхав потім з дітьми сюди, він переїхав, вони їхали 1,5 суток. І він просто не успів доїхати, його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на вулиці. Він мені успів зателефонувати, це було 11 година вечора. Його забрали, я забрала дітей. Оксана розповідає, мати покинула родину, коли Стасу та Саші було 2 роки, тож Володимир сам виховував дітей. Рік прожив з ними в окупації в Пологівському районі області. Та коли військові РФ почали схиляти чоловіка до співпраці, був змушений з двійнятами виїхати за кордон. Дорогою ж до України Володимир з Оксаною обговорили, як оформлювати документи на дітей, та навіть знайшли для цього адвоката. Але зробити цього чоловік так і не встиг. Спочатку сказали, ми перевіримо твої документи і вранці відпустимо. І все, і більше його ніхто не відпускав. Він 3 суток не виходив на связь. Сотрудники Бердянського РТЦК, ті, які його затримали, один хтось із них з ким спілкувалися, я говорю, дайте йому повістку, говорю, відстрочку на оформлення документів. Ні, хай де воює, а говорю, діти куди? 2 недільки в лікарні, а потім до інтернату. 2 недели в больничке, а потом в интернат. Отец-одиночка. Пускай идет воевать. Так у него документов нет. Он же и поехал вот это вот, чтобы документы получить, чтобы здесь вот это оформиться. Не, давай, иди воюй, а твоими мы займемся. В интернате. А потом его интернат вывезем за границу, потом будем героически возвращать, а потом, если что, вообще будет прикольно, да, то есть этого послали вообще историю, какую можно классную, пиарную сделать. Можно вообще сказать, что это Россия вернула детей. Их 2, вот удача, близняшки, представляете? Нині Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку, а Оксана оформила тимчасове піклування над дітьми. Втім, психологиня Дар'я Савенко каже, ці події в майбутньому можуть негативно вплинути на двійнят. Дітки від батька знають, що він знаходиться у відрядженні, але діти дуже-дуже сумують на даний час. Ця подія дітей не травмувала, бо вони чули батька, і батько їх заспокоїв. Але в подальшому якісь ознаки депресії можуть бути. Чи був Володимир у розшуку і чи були підстави для його затримання на блокпосту і доставки до ТЦК, окрім того, що він призовного віку? Із цими питаннями ми звернулися до Бердянського районного центру комплектування. Очікуємо на відповідь. Тим часом адвокатка... Они, в принципе, ответят. Они те ответят. Вообще напишут, что он сам захотел. Детей оставил, что, сестре позвонил сам, он доброволец. Он уже где? На полигоне уже, все. Антоніна Шостак пояснює, попри все, навіть у цих обставинах саме права неповнолітніх дітей є пріоритетом. Якщо це була звичайна перевірка документів, особа не перебувала в розшуку, то представники ТЦК та СП могли виписати повістку, щоб людина могла з'явитись на наступний день і, відповідно, виконати всі обов'язки. В першу чергу права та інтереси дітей. І в цьому випадку і правоохоронні органи, і представники ТЦК та СП в першу чергу повинні були, скажімо так, потурбуватися про долю дітей, а потім уже далі виконувати... Да плевать им на детей. Плевать, у них план горит. Им надо вот свежее мясо на фронт. Какие дети? Дети там разберутся, найдут какую-то тетю, сестру его. Свої обов'язки. За словами Оксани, їхня родина вже розпочала процедуру оформлення усіх документів. Офіційне розлучення з матір'ю дітей, позбавлення її батьківських прав та надання Володимиру статусу батька-одинака. Їхня мати вже дала на це дозвіл. Це допоможе сім'ї воз'єднатись, хоч і займе чимало часу, говорить адвокатка. Якщо він вже є діючим військовослужбовцем і у нього є підстави для звільнення
наявність неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні, то він буде відповідно звільнений. Позбавлення батьківських прав здійснюється у судовому порядку і тільки відповідно до рішення суду. Тому поки не буде рішення суду, підстав для звільнення у цієї особи не буде. Ну, в общем, это уже такие тонкости, детали. Понятное дело, что это можно долго рассматривать, можно недолго рассматривать. Без решения суда ничего не будет. Статус ему должен, ну, в общем, успокаивают. Немножко так вешают лапши на уши, говорят, смотрите, вот ты уже военнослужащий, ну, побудешь, сейчас твои документы уладят, потом уволишься из армии. Ну, это ж легко уволиться из армии, представляете? Взял и уволился. Сколько уже таких их уволилось разных? Понимаете? И политологи, там, Таран уволился, еще кто-то уволился. Вот я переживаю за Эктора Хемена Собрава, ну, этого повара из Мастер-шефа. Он же там дроновод, говорит, я вступаю в ряды, все. Что-то так попадается мне вот эти... Как-то вот уже нет уже этой военной всей истории. Как-то вот он так как бы отслужил уже, получается. Все. То есть уже там учебку прошел и домой опять котлетки лепить. Эти митболы, получается. Нормально все у них. Они все увольняются. И этот сможет. Верите? Конечно, верим. Сейчас, подождите, к нему еще СБУ придет, потому что там же, как сказали, российские сторона, там спецслужбы, силовики говорили, там сотрудничать давай. Что ж это за отец-одиночка такой, что прям пришли и говорят, сотрудничать давай, а тут испугался и смылся, и в армию залетел. Но это уже такие, как бы в детали вопросы. А детей жаль. Детей жаль, и вот это безобразное государство, безалаберность, ужас и вседозволенность, вот что по-настоящему, ну, давайте так, расстраивает в этой ужасной ситуации, в которую попадают обычные люди. Значит, что известно к этому часу на эту минуту? Financial Times как бы подставляет Трампа под каток Китая, ну, недовольства или каких-то там заявлений. Пару дней назад Китай заявил четко и ясно, никаких военных украинских, в Украине военных китайских не будет. Но Financial Times пишет, что Трамп как бы предлагает привлечь войска Китая к обеспечению безопасности. Со ссылкой на источники пишут, что Трамп предложил пригласить Китай и разместить китайские войска вдоль 1300 километров линии фронта. Такой план Россия пыталась продвинуть еще в 2022 году во время переговоров в Стамбуле, но Киев тогда это отвергал, потому что Москва оставляла за собой право вето на любые действия вот этих остальных гарантов. Значит, эта идея, отмечает газета, не нашла поддержки в европейских столицах и ранее, уже была отвергнута Зеленским, и поддержки, которую Пекин, из-за поддержки, которую Пекин оказывает России в войне. Но в Белом доме назвали информацию ложной, уже успели, и в Пекине обо всем опровергли. Короче, копают под Трампа и используют как повод, да, как повод все, собственно, происходящее. Примечательно еще, что обновилось за вот эти наши час 45 сегодняшнего эфира, это то, что, значит, Ермак как бы поделился своими впечатлениями о том, что было на встрече с Виткофом. Очень интересная встреча. Значит, я доволен встречей с Виткофом, сообщил Ермак. Очень важно сразу прекратить все разговоры. Никто с американской стороны на Украину не давит по каким-то территориям. На брифинге сообщает Ермак. По его словам, что касается гарантий безопасности, то готовность США к прямым гарантиям подтверждается членами администрации Трампа. И сегодня они нарабатываются с советниками в ежедневном режиме. Ну и, собственно, все понятно, все хорошо. Значит, Америка не заставляет Украину отказываться от территорий. Америка готова к прямым гарантиям, то есть быть гарантом этих будущих соглашений, но не готова по территориям.
Также прогремели взрывы в Харькове, в Запорожье сейчас пожар в одном из промышленных предприятий. И ну, тревога в большинстве областей. Сейчас в воздухе около 90, ну, где-то около сотни гераний, около сотни дронов. Из этой сотни около двух десятков кружат вокруг Харькова. То есть, видимо, будет какой-то целенаправленный удар по Харькову, какой-то... Ну и плюс еще, конечно, в общем, Харьков, да, вот Запорожье и Киев, вокруг Киевской области. Пока вот эти три такие точки вырисовываются на этот час. Видимо, ночь будет тоже достаточно тревожной. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Что, собственно, спасибо большое, кстати, Анна Салам, за поддержку, за супер стикеры, за супер чаты. Это всегда очень отрадно и приятно. Спасибо большое за то, что в принципе ставите лайки. Пожалуйста, проверьте, не отписала ли вас. Напишите хороший и добрый комментарий. И ну, вот, поддержите канал, потому что опять какая-то ерунда происходит. Люди пишут личку, люди пишут на предложку о том, что не могут смотреть, не выдает в поиске. В общем, что-то накручивают, да, с этими всеми алгоритмами. Давайте поддержим, поможем, чтобы вот просто ваш лайк — это возможность кому-то другому присоединиться к нашему шуму. Итак, итоги опроса. Согласны ли вы с официальной трактовкой войны как война за независимость Украины, что сегодня официально на законодательном уровне ввел Зеленский? Итак, такие итоги. 3% да, Украина воюет за именно независимость. 27% нет, идет война за зависимость. Ну, за полную зависимость Украины. В принципе, похожий вариант, но тоже специфический, вынесенный отдельно, что это Россия воюет за независимость Украины. Ну, то есть Россия включилась войсками, чтобы отбить и сделать Украину, чтобы она была независимой, да? Ну, за суверенитет, акт провозглашения независимости, чтобы соответствовала условно независимой Украине, той, которой она стала в 91 году. За этот вариант 35% уже процентов. Ну, тут как бы ровненько идут с этим вариантом, что мне все равно, как ее назовут, эту войну, как она попадет там в это законодательство, в эти учебники истории, все равно, лишь бы она кончилась. Спасибо большое за то, что проголосовали, спасибо большое за то, что с нами, за то, что вот ваше мнение, ну вот, да, учтено. Да, вот здесь вот тютелька в тютельку 35%, 34% людям, которым все равно, как она называется, лишь бы кончилась, и вот типа Россия воюет за независимость Украины, 35% на 1%. Оксана Ашмали пишет: спасибо за эфир, спасибо и вам тоже, благодарю, большое спасибо за то, что поддерживаете, за то, что, ну, опять ночь неспокойна, опять будут бомбить, опять будут стрелять, опять, собственно, дроны полетели. Примечательно, и знаете, ну опять-таки, не хочется вдаваться вот в эти все размены, но все же прекрасно понимают, когда выносились 3 нефтеперерабатывающих завода. Ну вот позавчера, когда 11 домов повредили в Ростове от ударов, ну все же прекрасно понимали, что ну, что-то полетит в ответ. Ну вот так сделали, так сделали. Просто это ведь все и... ну, начинается. Я, извините, если я, ну, как бы, там, вас уже достало это повторение, мать учения, я сам не люблю так шибко и много повторяться, но приходится, ничего не поделаешь. Приходится. Зеленский сам сказал, что Украина теперь не жертва агрессии, а боец. Если бы она была жертвой агрессии, или как бы оставалась таковой, то тогда да, то, что летит со стороны Украины по России, это как бы самооборона, защита и так далее. А то, что летит с России, это все как бы агрессия. Но когда Зеленский сам говорит: мы не жертва, мы боец, ну тогда вот
Боец, значит, вот такая драка. Боец, значит, вот дерись. Значит, дикобраз. Дикобраз железный. Ну, главное, под брюхо не получить, типа дикобразу. Под мягкое. Потому что эти иголки потом как бы останутся трофеем. Повесят этого железного дикобраза на стенку. Только где эта стена будет? В Брюсселе? В Белом доме? Или в Кремле? Вот возникает какой вопрос. Стариков Олег Николаевич спрашивает, скажите, как лично мешает русский язык украинцам? Никак не мешает украинцам русский язык. Никак от слова совсем. И это все надуманная история, исключительно. Ну, опять-таки, смотрите, многие, очень многие люди, я знаю таких, попереходили на украинский язык. Ну, потому что они не приняли эту агрессию, они были ошеломлены, сразу же полетела вот эта волна единения, пропаганды, боевой, это все обрушилось на голову простым украинцам. А потом, когда они увидели, что начали, ну, вообще у украинцев внутри, ну, это вшито. Я в шоке был в первые дни войны, когда вот привязывали к столбам, ну, даже мародеров, да, привязывали к столбам. Ну, мародерит человек, поймали вы его. Ну, скрутите, свяжите, полиции передайте, пускай судят за крашу. Или, например, вот этих привязывали, которые метки ставили. Или там фонариком светили в многоэтажках какими-то там красными, еще какими-то. То есть, к этим людям, вот только ты что-то делаешь не так, вот война настолько это все, новое состояние обостряет, что его готовы были хватать и вот, в общем, издеваться. Не включается голова вообще никак. Какие фонарики? В какой там пятиэтажке фонарик? Вы о чем? Это что, летит пилот? Или вот помните, вот это светомаскировка. То есть летит пилот и вот не видит, куда мне стрелять. Слушайте, темнота везде. Завешивали окна, вот это. Как это вообще? Не видно. Не буду, наверное, стрелять. То есть такой идиотизм в начале войны. А ведь как потом немножко, ну вот если все устаканить, и ты думаешь, а это были пазлы. Пазлы. Вот после этой светомаскировки, меток, вот этих фонариков, вот этого всего дурдома, очень легко стало сделать так, что там вышли, например, там пели песню, тоже идиотизм, конечно, такой, как ее, Кондратенко, Кондратюк, какая-то Маша, про Ваньку и пакет. Песня шуточная. Типа там Ванька-встанька, вот пакет, там что-то вот в этом духе. Сейчас эта певичка поет песню о том, что мухи мыли руки, руки мыли мухи, вот это вот. Ну, такой же мотивчик развеселый. То есть, а все прям Ванька, пакет пели, там Украина, доброго вечера, мы из Украины, все. И это все, оказывается, было большой цепочкой оболванивания и, вот в стадо. Вот стадо войны согнали вот таким макаром. Но по краям стада и, условно, при приближении опасности с того или иного бока, немножко люди начали, подождите, а вы, получается, притесняете тех, кто по-русски говорит, а мы всю жизнь говорили по-русски. Хорошо, а старшее поколение, которое всю жизнь вообще по-русски, у них не было украинского в школах, это же очень тяжелая и больная тема. А как пенсионеры переживают эту войну? А сколько из них померли, да, от болячек, обострившихся на фоне этой войны, там в тылу, туда, где даже, не говоря уж там ракеты, не говоря уж там боевые действия или зона боевых действий, кто не пережил эту войну, потому что не вынес физически и в головах. Это же колоссальная жертва, это колоссальный мультипликатор жертв. И вот ты слабый, по-русски тебя забьют. Тебя вот это все. Вот понимаете, и люди начался обратный процесс. Они говорили по-украински, говорят, не-не-не, ребята, я не хочу, чтобы там оглядывались на меня, там еще что-то, или там кто-то кого-то приставал. Появлялись геи-мовные омбудсмены. Гей-омбудсмен, мовный. Ничего, нормально, он как-то демобилизовался, возвращается уже. Чтобы они правили бал, это ненормально. Поэтому русский язык, он никому не мешает. Это просто часть технологии, одурманивания.
оскотинивание. Ну или как это? Как это? Куют нацию таким образом. Так, вопрос Рамазана в студию. Не вижу вопрос. Ага, Шелест, добрый вечер. Походу, Зеля на мир не согласится. Так я хочу вопрос, сколько осталось Украины в военном, экономическом, моральном плане. У нас в России все больше людей, которые за то, чтобы дожать Украину. Я перед сегодняшним эфиром, перед сегодняшним шумом очень долго думал, высказывать эту точку зрения или нет. Потому что все-таки опять скажут, Шелест сидит, вот это вот, топит за мир. Я топлю за мир, потому что я заинтересован в мире. Чтобы не умирали украинцы, чтобы не умирали россияне, многонациональные, кстати. Да? Вот Рамазан тоже многонациональные. И украинцы, кстати, многонациональные. Чтобы они не умирали. Поэтому это, наверное, как хотелка воспринято, и кто-то скажет, Шелест, тебе же вот все эксперты напропалую, все как один говорят, война будет продолжаться еще долго, еще много крови, еще много... Вот сейчас шахеды летят над Украиной. Украина запускает вот эти свои фламинги или какие-то там вот эти дроны, которые там бьют. У нас же так любят вот стебаться с вот этих россиян, там кто-то снимает, мужик эту, завод какой-то. Типа, украинцы, он по-другому говорит, типа, ударьте, тоже по-другому сказал, вот ударьте по этому военному заводу, а тут 2 месяца зарплату мне не платят. И нас, смотрите, россияне, да, или там любят смотреть, вот реакция россиян, когда что взрывается, они такие, там вот эти все эмоции. Ребята, у них мирная жизнь. Мирная. Как ее не пытайся выдать за Мордор, с раздавленным вот этим правами человека раздавленными. Нет. Поэтому такие реакции где-то, да, неадекватные на прилеты. Но по сравнению с украинцами, которые получили эти прилеты в десятки раз больше, видели своими глазами, некоторые там родственников потеряли под этими ударами, ракетами, дронами и всем остальным. То есть, понятно, у них теперь другая реакция. Как этот Дунда говорит, мы уже сделали шаг вперед. Да, то есть шаг вперед мы сделали. Но это же и главное, чтобы сохранить мирную жизнь на территориях. Мирную жизнь. Мирный образ жизни, а не вот это вот ужас, который сейчас творится в тылах. И именем войны это все как бы продолжается. Так вот, не знаю, хотел говорить, не говорить. В общем, есть стойкое ощущение, опять, это объективно. То есть, если посмотреть, это пошагово. Ага, выпустил молодняк. Ага, сейчас начинают, как обещаниями, правда, пока, да, еще непонятно, никому не заплатили, но прям заваливать деньгами. К 1 сентября украинцам вот те 5000, переселенцу вот те 2 миллиона, правда, на всех пока не хватает, но начнем с участников боевых действий, зарплаты давайте поднимем врачам. Он же как объяснил сегодня Зеленский вот этот выезд за границу, да, как говорит, боятся родители и в старших, в 10-11 класс увозят. Мы хотим, чтобы они школу закончили. Школу хотим, чтобы закончили. И еще там сразу под эту марку, под этот соус выпустили вот эту историю с сколько обходится украинец. Типа 700 тысяч гривен до момента получения диплома. Там понятно, что там медобразом все натянуто, все статистически. Украинца довести до, там, например, школы, да, выпустить со школы, государству стоит столько-то. И государство реально теряет там миллиарды большие, от этого перетока людей. Потому что, получается, здесь государство потратило на человека, и эти деньги впустую. Они тоже за деньги бьются. Они не за людей, не за умы, не за сердца, не за нацию. Они за бабки бьются. Они понимают, что деньги, это все. Человек не будет работать на эту экономику. Он уедет, порвет вообще, налоги не будет платить, вообще никаким образом относиться. И все укатит туда. Поэтому это убытки. И все это понимают. Но им может проще перевести это на язык вот такой денежный. Ведь видите, сегодня Зеленский, он только про деньги. Про одни деньги. Понятно, что Ермак там говорит, нет никаких территорий, там нас никто не давил. Посмотрим. Мое стойкое ощущение, что Ермак и Зеленский уже на все согласились.
просто сейчас это все обставляется очень потужно. Очень потужно. И примерно будут нам объяснять, примерно вот таким же образом, как он объяснял, я показывал про встречу Зеленского и Путина, да, ну, как бы про российскую сторону, что они думают, как встретятся, но они хотят сорвать. Ну, в общем, не туда, в общем, такой черти шо он рассказывает нам. Но они уже совсем все согласились. Они просто сейчас там допиливают детали, а магистрально Зеленский и Ермак на все согласились. Проехался Ермак по ближневосточным странам, перепрятал деньги, запасные аэродромы, перетрусил кубышечки, понял, ага, там же Миндич, вот эта ракета Фламинго там, да, против компании, которая ее производит, ее обвиняют, что они дроны золотые с наценками там X2, X5 вот это закупали. То есть по документам там 10 тысяч, а по факту там они стоили 2, ну вот так, да, например. И взяли за задницу. А это оказались производители Фламинго. Может, с этим тоже связан этот пиар Фламинго? Фламинго, Фламинго. Это просто так кричат, чтобы как бы немножко попустили хватку за мягкие ткани. Может быть, поэтому. Поэтому тут тоже такой момент. И есть четкое ощущение лично у меня, что они все приняли, они на все согласились. Они на все, и Европа на все согласилась. На все. Потому что будет выполняться договоренность между Путиным и Трампом на Аляске. Они там к чему-то пришли. Сегодня четкий сигнал об этом дал Рябков. То есть мы не позволим сорвать то, о чем мы договорились. Значит, они договорились. Значит, все уже. Это сейчас просто идет, ну, как обставляют. И я думаю, что у Зеленского готовы к выборам поздней осенью этого года. Я думаю, что они готовы. И пойдет, похоже, сам Зеленский. Сам пойдет. Поэтому они уже договорились обо всем. И будут это все сворачивать, и будут вешать лапшу на уши, и пудрить мозги украинцам, чтобы сильно не сопротивлялись и, ну, как бы не обвиняли в зраде. Вот такое мое мнение. Так. У вас крепко отформатировать народ. Я общаюсь с вашими земляками лет 30. Плачевное зрелище. Я так размышлял, 18. Убили нацию. Дмитрий Чернышевич. Я вообще не понимаю слова. Извините, нет, я образованный человек, у меня достаточно широкий круг знаний, да, и обществоведения, и, понятно, и политологических определенных там курсов, философских. Я не понимаю слова «нация». Я не понимаю слова «нация» в 21 веке. Нация. Ну, то есть, я оговорюсь в отношении того, что делается сейчас в Украине. Я не понимаю, когда это было модно, все вроде как употребляли это слово. Это вот как вот, это, ну, мне объясняли тоже, это от английского, да, вот a nation, ну там по-другому название, да, то есть перевод другой. Но смысла слова нация я не понимаю по отношению к украинцам и Украине. Вот я не нация, ребята. Нация. Нет, я не нация. И надо так выйти и сказать, что не нация, а тут политическое украинство, политическая нация. Вообще к человеку, как живому существу, во мне все отвергает это понятие, чтобы применялось. Вот, ну, это мое личное. Я с вами делюсь. Нация. Какая нация? Какая нация? Ну, народ, я понимаю понятие. Народ. Да. Национальность, я понимаю это понятие. А понятие нации я не понимаю. Александр, вы слышали, что сейчас... Ага, так, ну не будем обсуждать, у кого какая кукуха поехала. Куют мясо, а мясо тупое не понимает. Ну, где ответ на вопрос? Какой вопрос? Заболтался что-то, Ева? Напишите еще, на какой вопрос не ответил, не понял. Скажем так, Андрей Воробей, устал, ухожу дальше. Ну, да.
Слово православие, понимаете? Слово православие я понимаю. США нужна война, Саша, запомните это. Какая нация, вот так надо. Ну да. Хождение по граблям. Именно. Будете воевать до последнего украинца, нет никаких... Не поняла с ответом на вопрос. Что-то, наверное, не ответил. Видимо, да? Так. Вопрос. Что нам придется делать с Ивановыми Петровыми? Ведь они по уши в крови, их как пожурить придется. А ведь придется, иначе люди не поймут. Так. Нация, Саша, нечто приходящее. Вот вопрос. Шелест, как ты относишься к малоросам? А малоросы это нация? Ну, понимаете, в чем? Тут что же такое малорос? Это тоже упаковали в политические взгляды. То есть название народа, проживающего на территории, да, российской, там, во времена Российской империи, Малороссия, вот это малоросы, те, которые живут на территории Малороссии, да, это тоже упаковали в нацию. То есть, у него, значит, система ценностей. Да какая там система ценностей? Убежал от пана, например, на Сечь, казаком стал, там, на Дон, на Днепр, в процессе. Да, он просто малорос, потому что так называлась территория, Малороссия. Все. А тут начинается, это все упаковали, это потому что у тебя это малорос, название такое. Это как вот это, тоже придают значение, упаковывают в систему ценностей слово «русский». Так все называли друг друга. Давайте немножко уберем вот эти все политические налеты на слова. Все так друг друга, все были русские, князья были русские, все. То есть все были, одна семья была большая. Да, ссорились в семьях, междоусобицы были. Да, империя, да, Малороссия называлась, были малоросы. А вы сейчас это придаете этому какое-то такое значение, что это система взглядов и ценностей. Я малорос, или я там еще кто-то. Ребята, да, начали называть украинцами украинцев гораздо позже. Гораздо позже. Называют же украинцы, значит украинцы. Почему? Потому что Украина. Что такое Украина? Сейчас название страны. То есть нация здесь, мне кажется, играет в этом понимании очень и очень дурную роль. Как раз таки одну из тех, которая загоняет людей в стадо, дает ей имя, и потом, отдельных овец просто вышвыривают. Так подождите, эта нация, по таким правилам, да, она скукожится до 2-3 областей. Вот и все. Так, чем больше таких кладбищ, чем меньше выплат для погибших. Нет, там же, подождите, там же не все так будут похоронены, неизвестно. Там, простите, там же кого-то будут и известного. Так. Шелест, малорос-то народ. Народ, который жил на территории. Малорос называется, потому что народ называют по территории. Все. Такое. Так, где-то был хороший вопрос, кто-то задавал, кто-то хвалил, но он потерялся, я не увидел. Хороший стрим, Александр, успехов, щучьи щечки, спасибо большое. Великоросы от малоросов получили, это так, как бы, все получили, люди, получили, да, а это все, как бы, вот эти общности, это тоже упаковывание этих ценностей. Надо завершать эту бойню, вот что самое главное. Спасибо, солнце радости, спасибо. Благодарю. Мира всем. Не вижу я, где хороший вопрос от пользователя. Леовок. Так, вопрос. Разговоры о скором мире можно закрыть или нужно жить все время надеждой и ждать следующие даты? Каждый раз разочарование. Зачем это нужно? Угу, я понял. Смотрите. Надо надеяться.
Надо надеяться. Надежда, она умирает последней. Даже после смерти человека его надежды живут. Потому что там есть люди, которые там помнят его надежды, на что надеялся тот или иной человек даже после смерти. Поэтому в вашем вопросе вот эти разговоры о скором мире можно закрыть. Ребята, я не позволяю их себе закрыть. Не позволяю. Потому что каждый день идут убийства. Потому что Трамп просто свой смысл вкладывает в эти слова, свой застройщика, бизнесмена, дважды избранного президента и руля президента 46-48. В общем, но я с ним согласен во фразе, что эта война не должна была начаться. Вот именно вот это, именно вот такая не должна была начаться. Должны были сработать какие-то предохранители, чтобы отщелкнуть эту войну, отсечь, чтобы там. Но мне я все равно думаю, что смотрите, россияне подошли к границам в 21 году. Они там долго собирались, стояли, там прятали оружием, вот это все началось тогда, да? Все ждали в 21 году, в декабре, вот этого операции, спецоперации. Потом она началась тогда. Сейчас много рассказывают про планы похода на Донбасс, Донецк, Луганск, на Крым. Может быть. Но мне вот почему-то кажется, что если бы не было ничего, вот буквально там еще пару месяцев, то Зеленский, все, у него рейтинг был в мирной жизни украинской на тот момент, да, обезжиренного кефира. Он там очень много напортачил, накосячил, и вообще его там мало кто считался. Эта война все равно его как-то возвеличила и вывела на какой-то уровень. Вполне возможно, он был готов начать какую-то свою спецоперацию на Крым, или там на Донецк, или там в сторону Луганска, и тогда бы тоже война, да, и его бы все равно эта война укрепила. Но он был ничтожен, а война из него сделала вот этого лидера мира, в каждый стрим он включался, в каждое мероприятие он включался, понимаете? Именно эта война. И поэтому он ее не отпускает. И поэтому он ее не отпустит. Но вот я верил, что найдется хоть кто-то, что-то, элиты, олигархи те же, не знаю, там, бизнесмены вот эти все, те, кто давал ему деньги на все, чтобы он становился президентом, я имею в виду внутри страны, что найдется какая-то сила, которая там отметет его, отщелкнет эту угрозу, отстрелит холостым. Вот на что я надеюсь. Эта война не должна была произойти. А получилось, что, Ми-6, понимаете? Получилось, что эти надежды были на тех, кто внутри, а не снаружи. Получилось, что не получилось. Поэтому нужны разговоры о том, что это должно закончиться. Просто нужны какие-то здравые, нормальные пути это все закончить. Честно по отношению к людям, я о людях говорю, не о понятии справедливости Зеленского, нет, о людях. По-людски, да, воевали, да, должен быть, вот смотрите, многие говорят о том, что есть, это один корень, объединяющий Россия, Беларусь, Украина. Подоляк сказал, вообще, зачем это все делалось, да, для того, чтобы Украину оторвать. То есть у Подоляка, я на секундочку, дня 3 как наступил справедливый мир, потому что украинцы оторваны уже. Но если этот корень есть, должен быть способ противоядия. И его надо найти. Не войной противоядие это. То есть, смотрите, там снести элиту, перевороты, какие-то там потрясения, какие-то просто нужен человек, может быть, за которым все бы пошли. Человек, который бы, так же, как и в 19 году, да, вся же карта была зеленая, кроме одной Львовской области. Может, фигура нужна, историческая, политическая, общественная. Может, это будет человек, может, это будет какая-то идея. Идею в Украине никто не поймет, а давайте будем братские народы. Война идет, лупят сейчас шахеды.
брат в брата стреляет. О каких братских народах, о каком будущем вы говорите? Значит, нужна идея или человек, который поведет за собой. Я считаю, что это должен быть именно человек. Профессионал, взвешенный, чтобы он вышел и сказал, значит, будет так, так и так. И все такие, окей. Но будет так, так и так на период, например, полгода. Значит, вот мы полгода сейчас быстренько вот это вот делаем. Через полгода мы это в сторону, будет вот это. А потом еще через год в этой там, в культурной сфере делаем вот то. И все такие, окей, мы тебе доверяем, все, занимайся, ты сделаешь хорошо и правильно для восстановления страны, мира, процветания. И вот четко как бы будет видно, что условно через год, ага, мы плюс-минус восстановились, живем в мире с соседями, получаем деньги, качаем там газ, нефть, все нормально все воспринимают, церкви нормально, все тут хорошо. Занимаемся, короче, зарабатыванием денег. И все с этим согласны. Мирно, все, да, там отношения холодные с Россией после войны будут долго, но прагматично будем поступать в пользу украинца. Украинца, не Ми-6, а украинца. Вот я считаю, что, скорее всего, вот, должна быть фигура, человек. Зеленский не был таким человеком. Ну, точнее, из него сделали этого человека. Нужен тот, кто будет, настоящий. Ну, а понимаете, вот это все, давайте Россия захватит всю Украину. А другие говорят, давайте не всю, давайте Львовскую область оставим. А третьи говорят, да ладно, мы сейчас вот то, что в Конституции, а потом, не, Одессу надо, говорит, а Одесса, вообще начинается вот это. Это все несерьезные разговоры, не слушайте этих людей. Мир должен быть, изнутри найден. Чудо, да, может быть чудо, это расчет на чудо, но надежда все равно нельзя ее отбрасывать, именно на скорый мир. Потому что если война, кто-то говорил у меня в эфире там на неделе, что 1 год войны, это там, мы на 5 лет откатываемся или на 10 лет откатываемся назад. Как бы там ни рассказывали про шаги вперед, мы откатываемся назад по всем показателям. Так может быть нужен кто-то, кто покажет направление, куда идти, чтобы двигаться быстрее вперед. Нам наверстывать уровень жизни, состояние, медицину, образование, все сферы жизни, чтобы хотелось жить в Украине. Чтобы пацаны хотели, в смысле, никуда я не поеду. Они в очереди становились, а потом, это все российское ИПСО. Конечно, российское ИПСО. Они все смоются. Так не сегодня, завтра смоются. В резерве плюс обновят себе бумажку и смоются. И поминай, как звали. Люди продавали квартиры, машины, отдавали вот эти группы СБУшные, чтобы перебежать, а их потом ловили, деньги никто не возвращал и в армию отправляли. А вы думаете, пацаны так не будут делать? У них дешевле это все обойдется. Более того, люди, которые в Украине своим детям, знакомым, там, все будут постарше убеждать вот этих, которые помладше, валить, и они будут валить. Спасаться. Надо, чтобы спасение родилось внутри. Извне не получится. Я имею в виду со стороны Запада. Да и со стороны России в плане вот этой оккупации и всего остального. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний стрим. Я очень благодарен за то, что... Опять-таки... пишет пользователь Красный Перец. Не думайте, что произойдет что-то, что напугает всех, и потом многие очнутся. Ребята, уже все очнулись. Все уже все поняли про эту войну. И в России поняли, и в Украине все поняли. Просто не могут сказать. Сказать честно. Потому что, давайте откровенно, в России есть законодательство о фейках о российской армии, о фейках. Сейчас вот такое же принимают об украинской армии. То есть похожие. То есть там один Вова копирует другого, тот, что помладше, копирует того, что постарше. Однозначно. Потому что война, потому что вот это надо останавливать. Надо говорить открыто, честно, шуметь надо почаще и комментарии писать. Не всегда хорошее и доброе, но правду писать надо. Все уже поняли все. В дурмане находятся или из скорости, или из, понятно, положения дел. Я думаю, что вот на кухнях в Украине, внутри, все поняли, и все знают. И все говорят, скорее бы это уже все, сколько можно. Все уже хотят
договариваться за мир. Все, о мире договариваться. Все на все готовы. Все готовы на все. Ну, тут хуцпа вот это лезет, где-то гордыня, где-то еще. Люди, народы готовы хоть завтра, чтобы был мир. А вот эти вот элитки и приближенные, вот эти дроноводы, дроноделы, вот эти все администрации, чиновники, которые присосались к этой войне как пиявки, вот они не готовы. И вот с ними надо что-то делать. Но для того, чтобы эту политическую систему сломать, должен быть луч света. Должен быть кто-то, фигура, да, к которому потянутся. Тут еще такой момент, говорят, она должна быть внутри страны, вне страны. Ребята, не важно. Будет вне, потом привезут в опломбированном вагоне. Но только надо кого-то, чтобы привезли. Кого-то. Выбрать. Кого-то. То есть, кто-то должен проявиться таким образом, чтобы за него люди пошли. Причем, неважно, там, с запада страны, с востока, с центра. Фигура, которая должна остановить. Сейчас лепят под это, вот вы же видите политтехнологию, лепят Залужного под это. Но он какой-то бред несет, ей-богу. Воевали, теперь говорит, давайте вот Азов, там, вместо Вербы и Колыны. Ты, генерал, профессор, с 2 F, профессор. Верба и Колына были символами Украины, украинства, народа, малоросов, Малороссии, территории, национальности, да, веками, столетиями. Веками и столетиями. А Азов будут помнить, да, по кладбищам и другим. То есть, это пройдет, как, он говорит, давайте Вербу Калину на Азов заберем. Как с ним еще говорить? Но политтехнологически его лепят под такую фигуру. Ему нарежут задачи британцы, и он будет выполнять, продолжать эту политику. Просто у нас появится смена караула, Ермак, Зеленский, вот эта группа с денежками будут еще героями, перейдут, а он будет вместо них. Но это не та фигура, которая объединит и закончит все. Это фигура, которая будет продолжать их политику. Нужен человек, который будет делать политику. Сам будет делать. Вот на этом хотел бы закончить сегодняшний стрим. Всем большое спасибо за то, что посмотрели. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Напишите, что думаете. Всем добра и света. Хорошо пошумели. Всех с последней пятницей этого лета.